Мы начинаем. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Здравствуйте. Я напомню, что мы принимаем обращение до окончания нашего эфира. Способов для связи, как всегда, несколько. Выбирайте удобные для себя. Можно позвонить по телефону 8 800 240 40, отправить СМС или ММС на номер 040 40, отправить обращение через социальные сети, ВКонтакте, Одноклассники, воспользоваться сайтом moskva.putinu.ru или использовать чат-бот в мессенджере Max. Кстати, в этом году он используется впервые, пользуется огромной популярностью. Ну а что касается общего числа вопросов, то к этой минуте их уже больше 2,5 миллионов. Итак, мы сейчас с вами уже начнем задавать вопросы президенту, но еще буквально пара слов. Мы с Екатериной действительно изучили десятки тысяч ваших вопросов, откуда они только не пришли, из самых разных точек России, из-за рубежа. Конечно, в этих 2 миллионах вопросах сообщения от разных людей, но понятно, что во многом темы пересекаются, и мы постарались систематизировать все вопросы так, чтобы сегодня здесь прозвучали темы, которые действительно волнуют миллионы людей. И понятно, какая тема волнует в первую очередь. Владимир Владимирович, поступает огромное количество вопросов по социальной политике, но все-таки на первом месте вопросы войны и мира. Вы не раз давали понять, что мы готовы к мирным переговорам, но в то же время нас устраивает динамика на фронте. Так все-таки война или мир? Каким путем мы точно достигнем цели СВО? И как дела на переговорном треке, учитывая заявление Зеленского в Берлине, что Украина не готова обсуждать территориальный вопрос? Пока мы действительно не видим такой готовности. Напомню, с чего началось-то все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских соглашений. Но в 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда украинский режим киевский развязал войну на юго-востоке Украины, мы им просто сказали: послушайте, мы вынуждены будем признать эти непризнанные республики, и лучше, если вы просто дадите людям спокойно жить так, как они хотят, без ваших госпереворотов, без русофобии и так далее. Просто выведите оттуда свои войска, и все. Они и тогда этого не захотели. И по результатам переговоров в Стамбуле сначала согласились, практически парафировали, а потом отказались, выбросили в корзину все эти договоренности. И сейчас, по сути дела, отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Но все-таки, вы знаете, все-таки мы видим, и чувствуем, и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. Владимир Владимирович, ну вот ситуация на фронте, она меняется каждый день. Мы неоднократно видели, знаем, что вы всегда держите руку на пульсе, лично общаетесь с командирами, с нашими бойцами, с героями. Но опять-таки, повторюсь, ситуация меняется всегда. Каждый день наши бойцы продвигаются уверенно, дерзко. Как верховный главнокомандующий, как вы оцениваете ситуацию вот прямо на сегодняшний день? Только что выслушал очередной доклад начальника генерального штаба. Что хочу сказать в целом, сразу же после того, как наши войска вышибли противника с Курской земли, инициатива целиком и полностью, стратегическая инициатива, перешла в руки российских
вооруженных сил. Что это значит? Это значит, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит. Вот самое-то главное, мы с этого начали, да, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда непризнанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов. Они, киевский режим, тогда уже выстроил, 10 лет строил практически укрепрайон в агломерации Славянск или Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот это главный укрепрайон. Давайте с этого начнем, что там происходит. Вот совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командиры на местах, командир бригады, который был у меня в кабинете, доложили о взятии Северска. Это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации, к Славянску. Но чуть южнее там тоже активно и эффективно действует на наше подразделение на южно-лиманском направлении. Тоже войска уже в городе, бои идут внутри, и думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время, 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску. Но я назвал, что в эту агломерацию входит город Константиновка. Бои идут уже там. Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт. Очень важным событием было взятие нами города Красноармейска, потому что оттуда открываются возможности. Это соответствующий уровень военного руководства еще должен будет принять решение, а именно в каком направлении двигаться. Но это очень хороший плацдарм для дальнейших наступательных операций. И чуть севернее, северо-восточнее город Димитров. Важный населенный пункт, важный плацдарм, полностью окружен. Наши войска уже, думаю, что вот на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения на сложение оружия и пытается выйти из окружения маленькими группами. Предпринимаются попытки вернуть хотя бы часть города Красноармейска. Безуспешно. Противник здесь несет серьезные потери, успеха не добивается. Еще одна наша группировка «Восток», быстрыми темпами двигается по Запорожской области и освобождает один населенный пункт за другим. Сейчас, вы знаете, бои идут в городе Гуляйполе. Город разбит рекой на две части. Основная часть находится на правом берегу реки. Наши ребята переправились через реку, преодолели этот водный барьер, вошли в город, 50% города под нашим контролем. Но вся группировка не связала себя боями за этот город. Значительная часть группировки продолжает движение с востока на запад, освобождая один за другим населенные пункты Запорожской области. И, кроме этого, создаются зоны безопасности на Сумском направлении, взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город, пока не двигаются в западном направлении, потому что перед ними стоит очень важная задача ликвидировать группировку на левом берегу реки Оскол и забрать еще один населенный пункт, это
узловая станция, по сути дела, Купянск-узловой. Но группировка, окруженная в этом месте, значительно. Это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3500 личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил. Но и после этого, а это безусловно произойдет, подразделения наши закончат эту боевую работу и тоже развернутся в западном направлении. Вот уверен, что до конца текущего года мы еще с вами будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения. А в Северске сейчас какая обстановка и какова сложность была именно взятия этого города? Ну, вы, наверное, видели и слышали доклады начальника Генштаба, начальника командующего группировки и соответствующей армии, да, и командира бригады, который там воевал. Я, кстати говоря, его тогда спросил, я говорю, сейчас как вы оцениваете ситуацию в Северске? Вы надежно контролируете город? Он говорит, Владимир Владимирович, мы уже идем на запад. 1,5-2 километра моя бригада прошла в западном направлении. И это движение продолжается. Вот, но, наверное, вы помните и ту часть нашей работы, связанную с докладом о взятии Северска, когда прямо с места, из самого города Северск докладывала штурмовая группа. И, если помните, я в завершении доклада сказал, ребята, я вас прошу быстро сменить позицию. Вот. И вот буквально вчера, вчера, да, это было, у меня же все так прессуется, на совещании в Министерстве обороны мы после совещания, после коллегии награждали как раз наших бойцов, которые это, да, ну да, вот совсем вчера и позавчера, которые принимали участие в освобождении Северска. После этого я приехал на работу в Кремль и попросил как раз командира штурмового отряда этого тоже подъехать, хотел с ним просто побеседовать по текущим вопросам. Я так иногда делаю, когда есть такая возможность. Вот он приехал, а в это время мы проводили совещание по подготовке к сегодняшнему нашему мероприятию с моими коллегами. И он зашел прямо в зал Совбеза, Совета Безопасности, где все сидели, и я его попросил, послушай, скажи, пожалуйста, несколько слов, и вот все коллеги, чтобы услышали, какова обстановка сейчас в Северске и как это было. И он начал рассказывать, прямо на ногах, коротко, несколько слов сказал. И когда он вышел, мне мои коллеги говорят, послушайте, а можно его пригласить на прямую линию? Я говорю, не знаю, вы с ним поговорите, он захочет или нет, время терять, у него отпуск небольшой. Вот. Позвонили ему, он согласился. Вот он, Наран Алексеевич. Вот. Если у вас... Дайте, пожалуйста, микрофон. Если я вам просто... Вот, Наран, правильно? Вот, садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Я правильно говорю, все так и было, да? Точно, да. точно. Вот если у вас есть какие-то вопросы по тому, что сейчас происходит в Северске и вообще как там складывалась боевая работа при его взятии, пожалуйста, можно прямо у него спросить, да, это будет лучше. Коллеги, давайте мы поприветствуем нашего героя России, который сегодня с нами еще раз. Наран Алексеевич, мы вас видели во время этого телемоста с президентом в каске, но мы с вами не знакомы. Можете немножко о себе рассказать? Откуда вы родом? Как давно участвуете в спецоперации? С чего начинали?
Но я родом из Калмыкии, начинал свой путь с Солидара. Сначала с Солидара. Прошел путь от простого штурмовика до командира штурмовой роты. Вот Наран Алексеевич скромничает. Он начинал простым водителем, а сейчас он командует штурмовой ротой. У него в подчинении более 80 человек. И он герой Российской Федерации по заслугам. Не скромничайте. Конечно. Наран Алексеевич, мы, коллеги, я думаю, журналисты, конечно, все тоже видели этот видеомост с Владимиром Владимировичем. Когда вы общались, связь то появлялась, то пропадала. Это понятно, условия тяжелейшие. Сейчас, когда у нас есть вот так возможность напрямую с вами пообщаться, расскажите, пожалуйста, детали этой блестящей операции по освобождению Северска. Конечно, то, что можно рассказывать, нам бы очень хотелось это услышать. Как вы освобождали город? Как это было? Как проявляли себя наши бойцы, ваши подчиненные? Можно я задам вопросы, которые задал Нарану, когда он зашел в зал Совбеза? Я спросил: Наран Алексеевич, что было самым сложным при взятии Северска? Самым сложным это было дойти до Северска незаметным, потому что местность была открытая и было минимальное отсутствие естественных укрытий. Поэтому было принято решение двигаться малыми группами незаметно. И задача эта была выполнена. Накопились под носом противника, я считаю, скрытно. И ждали, как накопились, ждали приказа о наступлении штурмовых действий. Там же в городе немало мирных жителей оставалось. Вот вооруженные силы Украины, как к этим людям относились? Мирные жители долгое время находились под, как так сказать, по постоянным... В страхе, конечно, Да, тяжелейшие в страхе жили, условия. да. Постоянно были, под натиском противника. И когда мы освободили свою зону ответственности города Северска, начали общаться с мирными жителями, при отходе вооруженные силы Украины просто, подобно нацистам, расстреливали мирных жителей, которые не хотели с ними вместе уходить. У людей не было никакого оружия, просто мирные жители, и их стреляли только за то, что они там остаются. Да, потому что они там остаются. А когда пришли наши военные, когда вот вы зашли, как люди встречали, что говорили? Когда мы зашли, люди находились в тяжелом состоянии, физически и морально, были подавлены. Они, когда нас увидели, были очень рады, очень рады. Они даже втихую слушали радио России и ждали нашего прихода. Были очень рады. Наран Алексеевич, вы сказали, что при отходе ВСУ расстреливали мирных жителей, но тогда вы нам прямо сказали, что прежде всего и главным образом расстреливали молодых людей, да? Да, молодых людей, особенно молодых людей, которым от 30 до 40 лет. Просто выводили и расстреливали без суда, без следствия. Всех подряд? Всех подряд. Сейчас вот как оцениваете обстановку на этом участке фронта? Обстановка стабильная. Мы, как сказал Владимир Владимирович, мы уже продвинулись дальше Северска. Наран Алексеевич, глядя на вас, слушая вас, конечно, еще раз хочется сказать, что наши бойцы – это настоящие герои, настоящие мужчины. Спасибо вам за вашу работу. Хочется спросить, какой настрой у ваших бойцов? Настрой у наших ребят. Сейчас мы действуем последовательно, осознанно, поддерживаем курс Верховного Главнокомандующего, и цели и задачи специальной военной операции нами будут достигнуты. Наран Алексеевич, а сколько человек у вас в подчинении и, если можно, какие потери вы понесли? В штурмовой группе у меня 157 человек, и при взятии населенного пункта были задействованы, как я раньше говорил, 24 группы, общей численностью 84 человека. Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами, и при взятии населенного пункта в районе 4 человека было потеряно всего. Из 157? 84. Из 84. Из 84. Которые участвовали непосредственно в штурмовых действиях. Давайте еще раз поприветствуем и поблагодарим Героя России.
Вот после всего этого не могу не спросить вас вот о чем. Неделю назад Зеленский якобы снял видео на фоне стелы города Купянска. Но многие сразу по разным признакам увидели, что это фейк, и приводят доказательства, свои доказательства. Если это действительно фейк, то как же Зеленский мог решиться вот на подлог такого масштаба в столь ответственный момент? Я не знаю, я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Ну, говорят, что стелла-то совсем сейчас по-другому выглядит. Но дело не в этом. Стелла находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом. Правильно. Но если уж Купянск под их контролем. Ну, там и какие-то девушки-блогерши проскочили к этому. Слава богу, с ними ничего не случилось. Там небо просто, знаете, как в мухах, в этих беспилотниках и в дронах и с нашей, и с украинской стороны. Но вот так просто подойти невозможно. Придет время, когда ребята закончат боевую работу по уничтожению окруженной группировки на восточном берегу реки, развернутся и пойдут в сторону запада. Да? И это будет достаточно скоро. Все, заберут это. Это просто вопрос времени. Здесь никаких проблем нет. Ну а что касается всяких постановочных дел или попытки любой ценой вернуть утерянные позиции, как это сейчас делается, именно любой ценой, как это делается вот в районе Красноармейска сейчас, то противник успеха не имеет. Проблема для него еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать украинский, киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами. Думаю, что резервов практически не осталось. Думаю, что и все наши телезрители и зрители в зале понимают, что война – это тяжелая нагрузка для экономики. Да и европейские подсвинки, как вы их на днях назвали, продолжают делать все для того, чтобы, как они говорят, разрушить российскую экономику. Вот в столь непростых условиях можем ли мы вообще рассуждать о дальнейшем росте экономики? В каких-то сферах мы растем и растем ли? А в каких-то не растем, если да, то в каких не растем? Ну, знаете, я, как обычно, на мероприятиях прямой линии взял с собой эту таблицу, вот такую вот она. Здесь ничего нет, открытые данные, что у нас произошло в экономике за прошедший год. Рост ВВП составляет 1%. Но если взять за трехлетку последнюю, такой счет тоже является вполне корректным, то общий рост 9,7%. В это же время рост в еврозоне был 3,1%. Что касается 1% роста в этом году, темпов роста экономики, это осознанные действия со стороны правительства, ну, и Центрального банка, и всего руководства страны, связанные с таргетированием инфляции. И нужно отметить, что в целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить инфляцию хотя бы до 6%, но, судя по всему, к концу года она будет меньше 6%, 5,7%, 5,8%. Но снижение темпов экономического роста – это сознательный шаг, плата за
сохранения качества экономики и макроэкономических показателей. А что у нас дальше происходит? Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%. Важный вопрос – жилищное строительство, миллионы квадратных метров общей площади. В прошлом году было 107,8, в этом году будет небольшое снижение, но все-таки показатель хороший – 103-105 миллионов квадратных метров. Нам удается сохранять хорошие темпы повышения реальной заработной платы. И они не такие большие, как в прошлом году, но все-таки, на мой взгляд, хорошие. Реальная заработная плата, то есть за вычетом инфляции, ее рост составит 4,5%. К сожалению, надо честно признать, что за этот же период времени у нас рост производительности труда будет скромным, всего 1,1%. Вот это соотношение, конечно же, нужно стремиться менять в пользу повышения производительности труда. Уровень безработицы в прошлом году говорили, находится на исторически на минимальном уровне, был 2,5%. В этом году он стал еще ниже, 2,2%. В целом это очень хорошие показатели. Растут и международные резервы Центрального банка. Вот я с Эльвирой разговаривал буквально вчера. Они составили вот на день, два, три назад 741,5 миллиарда долларов, если считать в долларовом эквиваленте. Дефицит бюджета федерального 2,6%, но на следующий год мы исходим из того, что он будет уже 1,6%, и в трехлетку где-то должен составить не больше 1,5%. Это хороший показатель, имея в виду, что и государственный долг у нас остается очень низким, одним из самых низких среди развитых экономик. Вот мы вчера с коллегами считали, он где-то 7,7%. 17,7%. И в течение ближайшей трехлетки не должен подниматься свыше 20%. Ну вот, пожалуй, такие показатели. Но что здесь важно отметить, что самое главное? Самое главное заключается в том, что нам удалось, и надо отдать должное правительству, они провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением, решать вопросы развития в рамках национальных проектов, достигать целей технологического развития и обеспечить, безусловно обеспечить потребности вооруженных сил. Все это вместе, повторяю еще раз, говорит об устойчивости экономики и финансовой системы, которые полностью находятся под контролем правительства и Центрального банка. Зал рвется задавать свои вопросы. Да. Дмитрий Сергеевич, вам что у нас совмещенный формат, и прямая линия, и большая пресс-конференция. Давайте мы начнем давать вопросы журналистам. Давайте вот начнем прямо с центрального, наверное. Вот Сибирь. Вот я вижу Сибирь. Давайте с Сибири и начнем. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Новосибирск, Иван Двойничников, радио «Городская волна». Наверняка все знают, что Новосибирск славен академгородком, и в последние годы, причем с вашей поддержкой, у нас начали строить Сибирский кольцевой источник фотонов, сокращенно СКИФ.
Установка действительно уникальна еще и тем, что не только в масштабах нашей страны, но и всего мира она будет способна создавать нам новые исследования. Ученые смогли в условиях санкций и в условиях действительно непростых, экономических, полностью российское производство создали. Должны запустить его в следующем году. Но в чем вопрос? Вопрос в том, насколько вообще возможно ли и что для этого сделать, чтобы молодые ученые у нас задерживались. В следующем году запустим и ждем вас на открытии СКИФа. Спасибо. Спасибо. Спасибо за то, что вы вспомнили об этом. Это хорошая новость. И приятное для всех участников этого процесса. Что имею в виду? Эта тема возникла в ходе проведения Совета по науке при президенте России. Мы проводили это как раз в Новосибирске в 2018, по-моему, году. И тогда коллеги из Сибирского отделения Академии наук, это Институт ядерной физики, поставили вопрос о необходимости создания СКИФа, этой установки ускорителя. Действительно, были некоторые задержки, связанные с санкционными делами, но нам удалось закончить, завершить эту работу. Это здорово. Я хочу всех, кто к этому процессу причастен и кто там будет работать в будущем, хочу с этим поздравить. Это безусловный успех. Такая установка у нас, в принципе, была, но в Курчатнике, здесь, в Москве, но она уже старого поколения, там многое нужно делать, нужно многое менять. Это планируется. Параллельно будет создаваться такая же система, такое же оборудование во Владивостоке. Но и в других городах тоже. Там в Гатчине у нас есть и в других местах. Будем работать. Что касается СКИФа, то это действительно большой успех. Почему? Потому что это дает возможность не только проводить исследования фундаментального характера, но и прикладного одновременно. И это очень важно, потому что это даст возможность работать в области фармацевтики, новых материалов и так далее, и так далее. Но как удержать молодых специалистов? Здесь у нас целая система все-таки выработана, и она в целом работает. Но самое-то главное что? Надо создавать социальные условия, надо создавать лабораторную базу, потому что настоящий ученый, человек увлеченный своей работой, для него это может быть важнее, чем что-либо другое. Но и вот это что-либо другое тоже важно. Это уровень заработной платы, обеспеченность жильем, это условия, в которых человек живет. Вот все это постепенно будем делать. На это нацелена и целая система грантов, в том числе и мегагрантов. Кстати говоря, вот так называемые мегагрантники, то есть это ученые очень высокого уровня, и наши, и зарубежные, которые работали в рамках этих мегагрантов, поставили перед нами вопрос на одной из встреч. Прямо сказали о том, что нам нужно создать условия для того, чтобы молодые специалисты оставались у вас. Нужно создать им горизонт, чтобы они видели горизонт исследований, чтобы финансирование было не на полгода, не на 2, не на 3, а на больше, на 5 и так далее. Мы это тоже сделали. И это способствует закреплению кадров. Способствует. Более того, многие возвращаются, я сам лично разговаривал с такими специалистами. Молодые люди, которые раньше работали за рубежом, возвращаются сейчас на родину, в Россию. Кстати говоря, наши так называемые западные коллеги нам активно в этом помогают. На вопрос, почему вернулись? Ну, во-первых, здесь лабораторная база, создаются возможности, но одна из главных причин – переживаем за наших детей. Посылать их в местные школы, по нашему убеждению, становится невозможным. Ну, слава богу, у нас с вами на повестке дня защита традиционных ценностей. Люди это оценивают и в совокупности с другими обстоятельствами принимают решение вернуться на родину. Таких много, становится все больше и больше. Вот по всем этим направлениям, конечно, и будем работать дальше. Я постараюсь приехать. Спасибо большое. Давайте еще пару вопросов дадим в зал. Сейчас только мы не кричим, ладно? Давайте, я вот видел одного из патриархов кремлевского пула.
Дайте, пожалуйста, Александру Гамову микрофон. Александр, если у вас есть вопрос, вы очень робко поднимали Да, руку. конечно, есть. Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич. Александр Гамов, радио, сайт и газета «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, в этом году «Комсомольская правда» отмечает 100-летие со дня выхода первого номера. Вы нас наградили орденом почета. Спасибо вам огромное за эту очень высокую награду. Просто не было другого случая вас поблагодарить. И хотел напомнить, что самую первую прямую линию вы провели у нас в газете 9 февраля 2000 года, если помните. А вопрос у меня в духе фронтовой «Комсомольской правды». Хотел бы узнать, как сегодня развивается, реализуется программа «Время героев», инициатором которой вы были. Вы следите, наблюдаете за тем, как справляются со своей работой люди, ваши, те, кого вы направили на высокие государственные посты, насколько вообще эта система себя оправдывает и как долго эта программа будет работать и какие еще назначения нас ждут впереди. Спасибо огромное. Вы знаете, во-первых, предлагаю вспомнить участников Великой Отечественной войны. Вот люди, которые воевали на фронтах и в Великой Отечественной вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании. Вы знаете, вот я учился когда в университете, и мне тоже преподавали люди, бывшие участники Великой Отечественной войны. Мы относились к ним с огромным уважением. Но были и те, которые получили серьезные травмы. Вот был преподаватель, у которого ноги не было, да, он на протезе ходил. Но был он блестящим специалистом в своей области. Мы все его помним и с благодарностью вспоминаем те знания, которые он нам передавал. Но Никулина давайте вспомним. Да? В области науки сколько людей было, которые достигли больших высот и внесли свой вклад в развитие нашей Родины. А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции? Вот Наран Алексеевич сидит, он как... Вы знаете, я его даже немножко не узнал, потому что зал большой, микрофон дали, камеры работают. Здесь люди опытные, понимаете, что это такое. А он, когда вошел в зал Совбеза в Кремле, я его когда попросил, говорю: Наран, расскажи, пожалуйста. Он там так докладывал, все сидели, глаза выпучив. Здесь скромнее себя ведет. Но я к чему? Потенциал очень хороший, большой у ребят. Конечно, сомнения были с самого начала, что одно дело воевать, а другое дело там руководить коллективами или руководить целыми отраслями, большими компаниями или даже регионами, министерствами. Склонность нужна к этому определенно. Ну, конечно. Но послушайте, у нас сотни тысяч ребят там воюют. И не все, кстати говоря, и стремятся к тому, чтобы делать вот такую карьеру на гражданке. Далеко не все. Но те, кто хотят, имеют потенциал, имеют образование, опыт или готовы его получать, государство должно сделать все для того, чтобы предоставить такие возможности людям, которые доказали, что они готовы бороться за интересы Родины, не жалея себя. И вот я, по-моему, говорил, как вообще эта идея-то в голову пришла. Когда я встречался с молодыми людьми, в том числе со студентами, и смотрел на них, как они излагают свои мысли, так? Какие цели они перед собой ставят, какие они цели определяют как перспективные для страны в целом. Вот прямо вот в ходе этой беседы мне пришла в голову эта мысль. Ну, конечно, таких ребят надо собирать, помогать им и двигать их вперед. Вот им не страшно в их руки судьбу страны передавать потом. Готовить надо, конечно, само собой разумеется. И вот была запущена эта программа. Благодарен руководителям регионов Российской Федерации, что они тиражируют эту программу в региональном масштабе. Получается. Вы знаете, получается. Я очень рад за ребят, которые прошли первый поток, там, на втором потоке учатся. Многие из них уже стали и губернаторами, заместителями министра, работают в крупнейших наших компаниях. Несколько человек работает в администрации президента Российской Федерации. У них все получается.
Ясно, что где-то и трудности какие-то возникают, где-то кто-то, может быть, и поищет себя на каком-то другом направлении. Но в целом программа работает и работает успешно. Владимир Владимирович, буквально, если позволите, новость важная для нашей страны, новость этого часа. В Брюсселе сообщили, что вот провалились все эти попытки изъять наши активы. Как можно прокомментировать? До конца пока не украли, но все пытаются, все пытаются. Но пока не получается. Кража – это неподходящее, Павел, определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж. Это грабеж. Но почему не получается осуществить этот грабеж? Потому что последствия могут быть тяжелые для грабителей. А в чем это заключается? Ну, во-первых, это не просто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей – выдать репатриационный, значит, кредит, да, под залог наших активов. Но что такое выдать кредит? Это последствия для бюджета каждой страны. Это увеличивает бюджетный долг каждой страны. Но если кто-то выдает какие-то кредиты, даже под обеспечение наших ЗВР, все равно это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает. Скажем, в той же Франции государственный долг составляет 120%. У нас 17,7, а там 120. Да дефицит бюджета у нас 2,6, в следующем году будет 1,6, а во Франции 6%. Ну и несите теперь в бюджет вот эти дополнительные обязательства. По-моему, там бюджет проходит достаточно сложно. И это все причина, почему принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто. Но есть и другие, более тяжелые последствия для тех, кто пытается это сделать. Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия, в данном случае к еврозоне, потому что, конечно, свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но и те, у которых есть свободные ресурсы. Ну, прежде всего, конечно, это нефтедобывающие страны. Да? И вот они посмотрят на то, что происходит, уже смотрят, уже у них возникают подозрения и сомнения, и опасения. Ну, а если это произойдет? Вы знаете, стоит только начать, а потом ведь это можно делать и тиражировать под разным предлогом. Сейчас кому-то не нравится проведение специальной военной операции и борьба с неонацизмом на Украине. А потом кому-то может не понравиться, скажем, политика в области ЛГБТ-сообщества. А в мусульманских странах, в исламских странах там много очень жестких законов по защите их традиционных, ну, по сути, наших общих традиционных ценностей. У нас нет таких законов, а там есть. Так вот вам, пожалуйста, предлог для изъятия суверенных фондов, суверенных ресурсов и денег. А почему нет? Могут и другой предмет, другой повод найти. Поэтому, кроме имиджевых потерь, могут быть прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Вот поэтому и непросто. И самое главное, чего бы они ни украли, и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать. Ну и, кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы. Ну, где? Прежде всего в судах. И мы постараемся найти такую юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. Давайте вернемся к теме. Давайте перейдем Коллеги. в зал. Давайте залу дадим вопрос. Да, а что дорога жизни, пожалуйста? Пожалуйста. Ну, дайте, Дайте пожалуйста. микрофон, пожалуйста, вниз.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Дарья Шучалина, Республика Коми. Представляю информагентство Коминформ, являюсь членом Общественной палаты нашего региона. Вы знаете, значительная часть Республики Коми и соседний с нами Ненецкий автономный округ отрезаны от большой земли, поскольку не имеют круглогодичного автомобильного сообщения с центром России. Дорога из Москвы заканчивается на территории нашей республики, и дальше на север пути нет. Вместе с тем, есть востребованная автодорога Сыктывкар, Ухта, Усинск, Печора, Нарьян-Мар. Это более 1000 километров, 869 из которых пролегают на территории нашей республики. Трасса обеспечивает круглогодичный северный завоз, связь населенных пунктов и, самое главное, безопасное передвижение северян. Вместе с тем, на сегодня, Владимир Владимирович, вот положа руку на сердце, большая часть дороги в ужасающем состоянии. И понятно, что силами только Республики Коми содержать и ремонтировать дорогу общефедерального значения, конечно, не представляется возможным. Кроме того, в Коми практически отсутствуют федеральные автодороги, в отличие от других регионов европейской части России. И вот в этой связи, Владимир Владимирович, к вам предложение. Возможно ли вот нашу дорогу жизни, это единственная дорога для севера, передать в федеральную собственность с тем, чтобы и стабилизировать северный завоз для огромного количества населения, и обеспечить связь с центром России, и придать новый импульс северным регионам. И, пользуясь случаем, я вас приглашаю к нам в Республику Коми. У нас грядут две значительные даты. В 29 году 100 лет города Ухта. Это родина первой российской нефти, а сегодня это крупнейший центр нефтегазовой промышленности на северо-западе. А в 30 году, благодаря подписанному вами указу, Сыктывкар, столица, отметит 250 лет. И если вы сможете к нам приехать, это будет историческое событие для нашей республики. Благодарю. Спасибо вам большое за приглашение. Что касается дороги, то это известно. И вот эта проблема, она известна. У нас действительно выход в передачу всех участков этой трассы на федеральный уровень, а поскольку перед федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс, эта задача практически выполнена для федеральных трасс. Сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог. Здесь несколько важных вопросов. Это северный завоз и безопасность на дорогах. Согласен. Но прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу. Вы понимаете, надо же все это считать, посмотреть планы развития дорожной сети страны, опорной дорожной сети страны. У нас есть и такое понятие. Обязательно переговорю с правительством и отреагируем. Обязательно отреагируем. Ну, спасибо за приглашение. Давайте Владимир еще Владимирович, продолжим с залом. я бы хотела... Пожалуйста. Давайте еще Формат у продолжим, нас потому что- совмещенный, придется делить территорию. Да, интерес журналистов тоже большой. Давайте мы начнем. Вот Первый канал, продолжим, вернее. Первый канал, третий ряд. Третий ряд. Это наши военкоры. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Амир Юсупов, я военный корреспондент Первого канала. У меня 3 вопроса, но я, надеюсь, буду краток и лаконичен. Первый вопрос от наших бойцов с передовой, от наших операторов дронов. Они, конечно, все благодарят за то количество ударных беспилотников, которые сейчас есть, особенно за оптоволоконные беспилотники, которыми останавливают колонны целые. Особенно тот же князь Вандал Новгородский, это просто нечто. Но у нас совершенно не хватает крупных гексакоптеров типа Баба-Яга, которыми активно пользуются ВСУ. Нам они тоже необходимы, чтобы доставлять провизию, боекомплект до позиции. Вы сами сегодня сказали, что все небо в дронах, и просто даже бутылку воды донести до первой линии задача практически невозможная. Ребята очень ждут эти беспилотники. Второй вопрос тоже от операторов. Мы как-то сидели в окопах с одним парнем, он сказал, у меня скоро ребенок рождается, и говорит, поеду домой. Я говорю, а будешь скучать по фронту? Он говорит, ну, конечно. И меня удивило, что он сказал, что он будет скучать по управлению беспилотником. То есть у нас огромное количество операторов дронов, их становится все больше, и они хотят и на гражданке этим заниматься. Есть ли какие-то перспективы для гражданской беспилотной авиации, и пригодится ли опыт наших бойцов здесь в мирное время? И последний вопрос уже лично от меня. Мы с первых дней СВО работаем с бригадой ветераны, небезызвестной. Они, конечно, славятся своими подземными операциями. Авдеевка, Дзержинск, Суджа. Последняя операция вообще прогремела на весь мир. Но бригаду, несмотря на все ее заслуги, несмотря на ежедневный труд еще и на поверхности, во многих сводках Министерства обороны называют просто добровольческим формированием. Если позволите, разрешите вас попросить
присвоить бригаде ветераны почетное наименование «Гвардейская». Спасибо. Начну с того, чем вы завершили свой вопрос. Конечно, бригада ветеранов заслуживает самых высоких оценок. Они просто люди героические, но не только. Вы знаете, это не просто взять, рискнуть жизнью и полезть в трубу. Они грамотно, скрупулезно, самым внимательным образом и ответственно готовили каждую свою операцию. Это была большая подготовительная работа. Подходы, подъезды, заход, выход, снабжение. Ну просто это очень высокопрофессиональная работа. Молодцы. Ну и конечно, герои. Очевидно. Факт. И, безусловно, эта бригада заслуживает самых высоких оценок и звание гвардейский. Согласен с вами. Это первое. А теперь вот по тому, о чем вы начали, с чего вы начали, по беспилотию. Да, это известно, что тяжелых не хватает пока беспилотников. Над этим работает Министерство обороны и промышленности. Эта задача тоже будет решена. Хочу отметить и роль министра обороны. Он лично занимается беспилотием, много сделал для этого. И в том числе благодаря его усилиям ситуация с беспилотием у нас кардинальным образом поменялась. И это отмечают и ребята на линии боевого соприкосновения. Я думаю, что и вы тоже это прекрасно знаете. Мы будем дальше продолжать поддерживать наших кулибиных современных. Там целая система грантов существует, поддержки, и будем это делать дальше. Хочу, кстати, поблагодарить наших граждан, наших предпринимателей. Вот просто дополнительно ко всему люди собрали 83 миллиарда рублей, которые пошли на разные цели, но в том числе и в значительной степени на вот это беспилотие. Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в этом отношении мы стали безусловными лидерами. По количеству дронов, да, не хватает тяжелых, таких как Баба-Яга у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный. Теперь, что касается гражданки и подтверждения этого лидерства. Его можно будет подтверждать только в том случае, если то, что появляется в силу необходимости использования в боевых действиях, будет иметь продолжение в гражданской сфере. И потом из гражданской сферы, где это будет развиваться, перетекать назад в область повышения и укрепления обороноспособности страны. И такая работа, безусловно, будет налажена. Она сейчас уже идет, но она будет продолжена. Имеется в виду все, что вы очень хорошо знаете. Доставка дронами там, всего чего угодно. И почты, и продуктов питания, и лекарств, и как угодно. Причем речь идет не только о беспилотниках самолетного типа или маленьких коптеров, там, то есть, так скажем, воздушного базирования. Но речь идет о беспилотии в целом, и на море, и на суше. Вот это направление, оно развивается у нас, развивается хорошими темпами. Но оно будет, безусловно, поддерживаться и в будущем. Теперь, что касается ребят, которые воевали и хотят продолжать воевать. Вы знаете, здесь вот я хочу с вами поделиться, это особая ситуация. В чем она заключается? У нас продолжается укомплектование вооруженных сил. И это идет в таком хорошем темпе и плановом порядке. У нас много желающих наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в вооруженных силах. И добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей. Вот Наран сейчас говорил о том, как ВСУшники обращаются с гражданским населением. Вот он сейчас вам не сказал,
тогда, когда в Кремле разговаривали, сказал, мы, говорит, когда посмотрели, что они творили с гражданским населением, у нас просто руки чешутся. Да, Наран? Так сказал. Да, готовы идти дальше и добивать эту гадину, понимаете? Когда они увидели, что с людьми, с гражданским населением, там и бабушек расстреливали, коптерами убивали и так далее. Ну, поскромничал, стесняется человек. В такой аудитории, наверное, в первый раз находится. А мне это все рассказывал. Значит, так вот, мы по контракту у нас пришло вот в уходящем году свыше 400 тысяч человек. 406 или 410 тысяч. А вот количество людей, которые хотят служить в новом, созданном недавно виде роде войск беспилотной авиации, оно таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс. И что любопытно, есть совсем молодые ребята, молодые люди, студенты различных вузов, которые берут академку, чтобы подписать контракт и пойти на фронт. Ну, и прежде всего, конечно, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов. Вот я понимаю того человека, с которым вы разговаривали. Ну, скажу так, даже те, кто приезжают в отпуск иногда, да, продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют. Тут очень важно как раз в продолжении темы, которую мы сейчас затронули, о наших бойцах. Вы сами, Владимир Владимирович, говорили, что поддержка наших бойцов – это не мода, а дань государства его защитникам. Действительно, это так. Тут очень важное наблюдение, которое касается подготовки к нашей программе. Мы с Павлом просматривали огромное количество обращений, и действительно, можем сказать, что это и Гигачат подтверждает. В этом году количество обращений от наших бойцов, от членов их семей, от них самих значительно меньше, чем в прошлом году или, скажем, в позапрошлом. Работа идет, многое делается, работу ведет и Народный фронт, и Министерство обороны, фонд «Защитники Отечества». Проблемы остаются, они связаны с задержками, с получением выплат и поиском пропавших без вести. Но, опять-таки, хочу повторить, многое делается, и делается буквально вот за считанные дни. Я приведу несколько примеров. К нам на программу писал Алексей Сергеевич Гущин из Орловской области. 2 года назад он был тяжело ранен, не мог получить положенную выплату в 3 миллиона. Не все документы, как выяснилось, пришли из воинской части. К решению подключился Народный фронт, выплату начислили, и деньги непосредственно Алексею Сергеевичу вот буквально чуть ли не сегодня должны прийти. Было обращение от мамы погибшего героя Людмилы Владимировны Орловой из Белорецка. Сын погиб в прошлом году, был награжден посмертно медалью за отвагу, но саму медаль ей никак не могли отдать. Волонтеры разобрались, в чем дело. Награда нашлась, и уже у мамы героя. Ну вот что объединяет все эти истории? Они не решались, люди не могли добиться своего год или больше. Подключились профессионалы и, главное, очень неравнодушные люди, которые действительно включились в эту проблему и решили ее буквально за несколько дней. Вот буквально позавчера на коллегии Минобороны вы сказали по этому поводу, что еще есть над чем работать. И мы, конечно, в ходе подготовки нашей программы многократно в этом убеждались. Смотрим видеообращение от Кристины Сергеевны Гребы из Новосибирска. Мы знаем, что ее ситуация тоже на контроле, но знаем также, что таких историй очень много. Добрый вечер. Меня зовут Греби Кристина. И я жена погибшего военнослужащего в зоне проведения специальной военной операции. Мы проживаем в городе Новосибирск. У нас осталось 2 детей, 6 лет и 4 года. Возникает такой вопрос. На текущий момент мы до сих пор не получаем пенсию по потере кормильца. У нас нет удостоверений членов семьи погибшего, которые нам дают определенные льготы. Муж погиб в январе 2024 года. 10 декабря 2024 года я получила свидетельство о смерти на основании ПП 1421. И получается, сейчас заканчивается 25 год, пенсии до сих пор нету. Вопрос, можно ли ускорить сроки решения таких заявлений, рассмотрения заявлений, как по пенсии потери кормильцев и удостоверение членов семьи погибшего?
Кристина Сергеевна, ну, во-первых, я хочу принести вам извинения, хочу извиниться перед вами за такую нерасторопность тех служб, которые должны решать вопросы подобного рода. Простите нас, пожалуйста. Уверяю вас, ну, в вашем случае это будет сделано и сделано быстро. Но проблема действительно есть. Я совсем недавно встречался, приходила и докладывала мне о работе Фонда защитников Отечества Цивилевой Анна Евгеньевна, которая сейчас и одновременно является замминистра обороны. И она мне говорила о том, что, к сожалению, до сих пор не удается наладить нормального взаимодействия между Минобороны и социальным блоком правительства. Там много вопросов, связанных с избыточной бюрократией. Бумаги теряются, переходят из одного ведомства в другое, затягивается принятие решений и так далее. Но мы, безусловно, будем над этим работать. И надеюсь, рассчитываю на это, и тоже возьму под дополнительный контроль все, что в этой сфере происходит. Все понятно, что нужно делать. Нужно делать это только быстрее, расторопнее, с тем, чтобы люди не испытывали дополнительных сложностей. Тем более, вот как в вашем случае, при наличии 2 детей. Но есть другая проблема, о которой тоже вот говорят, и эта проблема ясно видна из тех вопросов, которые поступают по разным каналам. И вот Дмитрий Сергеевич дал мне вот такую большую папку этих вопросов и запросов. Я их посмотрел. Это поиск пропавших без вести. Это острый вопрос очень. Надо сказать, что в случае Кристины Сергеевны здесь, надеюсь, стоящие перед ней проблемы будут решаться быстро и без всяких задержек уже. Но что касается вот пропавших без вести, здесь вопрос особенно острый. И надо сказать, что Министерство обороны здесь предприняло определенные шаги, которые ситуацию все-таки меняют. Что сделано? Создан такой основной, главный координирующий центр по поиску пропавших бойцов. Первое. Второе. Созданы отделы в группировках и на местах. Создан отдельный реестр по поиску таких лиц. И если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменения в 3 раза. Безусловно, эта работа должна продолжаться и совершенствоваться. И обязательно мы доведем ее до того, чтобы потери были минимальными, сведены к нулю. Владимир Владимирович, конечно, тема пропавших без вести действительно она важна. Я знаю, что среди даже наших коллег-журналистов многих есть родные, которые принимали участие в СВО и пропали без вести. Действительно, такая проблема существует. Я думаю, нас поддержит и зал, и зрители, если мы попросим вас дать поручение, чтобы все подобные вопросы от родных наших бойцов, они были взяты на особый контроль, не остались без внимания. И, как мы уже говорили, здесь важно помнить о проблеме пропавших без вести и попавших в плен. Ну, поручения такие даны, и более того, я только что рассказал о том, что в этом направлении делается самим Министерством обороны. Дмитрий Сергеевич, возвращаем. Залом немножко несколько вопросов. Давайте вот третий ряд вот этого сектора. Я вижу Мир, телекомпания Мир. Дайте, пожалуйста, микрофон. Девушки в красном. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Элина Дашкуева, МТРК «Мир». Проблема телефонных мошенников остается довольно острой. Принятые государством меры сработали, и у вас есть данные о том, насколько стало меньше обманутых граждан?
Спасибо большое. Да, есть такие данные. Меры сработали. Наверное, еще многое можно и нужно сделать по этому направлению. Количество преступлений подобного рода сократилось на 7%, как докладывает Министерство внутренних дел, а ущерб на 33%. То есть в целом результат положительный. Но на что бы хотел обратить внимание, и хотел бы обратиться к гражданам страны. Мошенничество никуда не делось. И по мере усложнения и увеличения возможностей использования различных технических средств при решении текущих житейских проблем, мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Поэтому как только с вами, кто бы то ни было, и каким бы голосом человек ни говорил, учитывая возможности искусственного интеллекта, это особенно опасно. Как только начинают говорить о деньгах и о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку. Сразу же. Даже не стоит вообще, ни одного слова не нужно по этому поводу говорить. Если банки и прочее, у вас там есть с кем разговаривать, есть люди, которых вы лично знаете, вот при посещении банка решать нужно проблему. Это самый лучший способ. Ни с кем и никогда, прошу, не обсуждать никаких вопросов, связанных с деньгами и имуществом. Спасибо. Продолжаем работу с залом. Еще раз обращаюсь с просьбой журналистов быть предельно лаконичными. А вот сидит молодой человек, написано «детская редакция». Ну как, не обратите внимание. Пожалуйста. Да, сегодня. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим Захаров, мне 13 лет. Я корреспондент молодежного медиа «Детская редакция». У меня вопрос к вам такой. Вы недавно рассказывали, что иногда вы ездите по Москве за рулем машины инкогнито. Также, когда вы говорите на совещаниях или же даже сейчас, вы владеете огромным количеством информации. Мой вопрос такой, как вы получаете ту самую ценную информацию, о том, что реально нужно людям? Ну, я не совсем так сказал, что я езжу сам за рулем по Москве и инкогнито. Такое тоже бывает, но очень редко. Я просто сказал, что иногда езжу без всякого сопровождения ДПС и так далее. Тут, скорее, чаще вот так. И это не бесполезные поездки. Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу там, из загородной резиденции в Москву и назад, но и вот так в разные районы Москвы, когда заезжаешь, тоже любопытно посмотреть, что происходит вокруг. Но что касается получения достоверной информации о происходящих событиях, то, наверное, самый лучший срез социологический дают вот мероприятия подобного рода. Ну, сколько? 2 миллиона... 2,5. 2,5 миллиона. Ну, представляешь, Максим, 2,5 миллиона человек обратились на прямую линию. Конечно, невозможно в течение нашей совместной с вами сейчас работы все это обработать и ответить. Но, имея в виду, что эти 2,5 миллиона обращений связаны с насущными проблемами людей, а это будет обрабатываться в том числе с помощью искусственного интеллекта, над этим целый год будут работать мои, скажем так, верные помощники из Народного фронта. Вот это самый мощный социологический срез и состояния общества, и тех вопросов, которые беспокоят людей. Это вот первое. Второе, ну, конечно, мне специальные службы, правоохранительные органы направляют различную информацию. Причем я стараюсь как раз ее использовать не в обобщенном виде, а именно, как, что называется, в подлинниках. Встречи с людьми. Вот
встречи с ребятами с фронта, напрямую общение с ними. И если я попадаю в какие-то трудовые коллективы, в рабочих поездках по стране, тоже прямое общение с людьми очень важно. Живинка сразу возникает, начинаешь чувствовать вот настроение людей и их запросы и потребности. Ну и, конечно, социологические опросы тоже про это нельзя забывать. Я понимаю, люди по-разному относятся к этим соцопросам, но нужно понимать, что это в основном вещи профессионального характера, и усредненные цифры людей иногда раздражают, потому что эти усредненные цифры никак не соответствуют тому, с чем люди сталкиваются в реальной жизни. Но, тем не менее, они имеют значение, они важны для того, чтобы понимать, что в целом происходит в стране. Вот эти самые разные источники, они в целом создают достаточно объективную картину происходящих событий. Давайте еще из зала пару вопросов. Вот Якутия, да, пожалуйста, дайте микрофон. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Олег Колесов, НВК «Саха». Мы представляем самую холодную точку мира Якутию. Сейчас у нас в данное время температура воздуха достигает минус 50 градусов. Как вы знаете, в суровом климате особо ценится тепло и единство. 2026 год объявлен вами годом единения народов России. И мы все знаем, что сейчас вот единство – это очень ярко видно, что специальные военные операции. Я как военный корреспондент не понаслышке знаю, что наши бойцы за Родину сражаются плечо к плечу, независимо от национальности, вероисповеданий, и они носят шеврон «Я русский, Бог с нами». Несмотря на национальности, какой шеврон вы бы одели в год единения народов? И продолжая тему единства в культуре, в следующем году у нас в Якутске откроется уникальный отеческий центр эпоса и искусств и новое здание Высшей школы музыки, которое строится по поручению вашему сейчас. И, пользуясь случаем, мы хотим пригласить вас и на их открытие. Также Якутия славится кино, и сейчас готовится фильм о герое России Андрее Григорьевиче Туте, позывной Тута, да, и мы будем ждать от вас поддержки в дальнейшем фильма, съемках и прокате фильма. И какие меры будут предприняты поддержки народов России в год единения народов? Спасибо. Но что касается поддержки народов, мы проводим целенаправленную политику поддержки культуры, языков народов России. И это делается и в школах, в средствах массовой информации, в литературе. Но вот вы сейчас сказали о направлениях, различных направлениях деятельности в Якутии. Якутский народ очень талантливый. И не случайно там эта школа музыки появляется. Я часто вспоминаю свою первую поездку, когда пришел вот в такую школу музыки. Сейчас она развивается, когда маленькие дети, собранные со всех маленьких даже населенных пунктов республики, занимались творчеством. И кинематография тоже развивается в Якутии здорово. Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. Но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, нет. И вот фильм, о котором вы сказали, значит, конечно, поддержим, сделаем все для проката и так далее. Что касается в целом вот этого года единения народов России, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается. И вы точно совершенно сказали, так и есть на самом деле. Какая разница людям, когда они под пулями там сидят? Вот народ это прекрасно понимает и знает, да? Какая разница, какого вероисповедания? Значит, так по большому счету
Знаете, как шутят в таких случаях. Если Господь есть, то тогда, я-то в этом не сомневаюсь, но тогда Он не знает, что люди на земле там разделились на какие-то церкви. У нас общие ценности, вот что главное. Вот что нас объединяет. Общие ценности традиционные у всех народов Российской Федерации. И это сейчас в ходе проведения специальной военной операции становится особенно важным и выпуклым, понятным. И мы это хорошо видим. Вот я вспоминал, мы сейчас только что вот говорили сейчас вот в голову пришло, говорили о докладах по поводу взятия города Северск. Так? И помните, наверное, у меня в кабинете сидел командир одной из бригад. Вот когда доклады закончились, все видеосвязь выключена, я начал с ним говорить и о ситуации в его зоне ответственности, на фронте, и по каким-то бытовым вопросам. И вдруг он мне говорит: вы знаете, мне так неудобно. Я говорю: что такое? Я здесь, а вот мой товарищ, командир другой, такой же бригады, который воюет рядом со мной, а он там. Мы с вами говорим о возможности решения каких-то бытовых вопросов, о госнаградах, но он ничем не хуже, чем я, поверьте. Я говорю: а кто он такой? Дагестанец. Он представитель небольшого народа Дагестана. Он говорит: настоящий воин, патриот России и прекрасный командир. Я говорю: слушай, это же невозможно, чтобы все были здесь. Вот вы сейчас здесь, так решил, значит, командующий группировки, он вас прислал. Но кто-то должен там и на фронте остаться. Давай, говорю, знаешь, как сделаем? Давай попробуем ему позвонить. Я подошел к телефону, снял телефон СК и через военную связь нашел этого второго командира бригады прямо в пункте его боевого управления. Поговорил с ним, потом передал трубку командиру бригады, который находился у меня в кабинете. И вот, что любопытно. Вот, вы знаете, это среди мужчин такое расхожее есть обращение друг к другу. Но когда это звучит из уст настоящих офицеров, военных, бойцов, это звучит по-особому. Он взял трубку и говорит: привет, брат. Вот в такой ситуации это дорогого стоит. Вот в этом и проявляется единство народов Российской Федерации. И мы будем это укреплять. Будем все делать для этого процесса и его укрепления. А вам спасибо за вопрос. Давайте еще один вопрос. Еще один вопрос из зала перед тем, как мы вернемся к ведущим. Давайте, вот у нас незадействованный сектор. Вот первый ряд в голубом пиджаке. Да, коллега, дайте, пожалуйста, микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Владимир Сероухов, телеканал и радио РБК. Следующий год несет много изменений в налоговой сфере. Понятно, что их цель – это мобилизация доходов в бюджет. Какой финансовый эффект вы ждете и планируются ли какие-то послабления после его достижения? Спасибо. Да, вопрос очень острый. Он долго обсуждался в правительстве и в администрации президента. И все-таки, я уже об этом как-то говорил, было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС. Об этом идет речь, да? Вот. И цели-то как раз простые. Я вначале только что об этом говорил. Цели достичь сбалансированности бюджета. И в целом это получилось, я уже сказал тоже об этом, в том числе и благодаря принятию этого решения. Здесь, безусловно, есть ряд вопросов, и правительство должно обратить на это внимание. Мы тоже об этом говорили неоднократно. Когда повышается налоговое бремя, налог повышается, сразу появляется
искушение уйти от уплаты этого налога. И здесь и раньше такая задача стояла, и сейчас она стала еще более актуальной. Нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень от неуплаты налогов. Это серьезная такая задача. Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а чтобы это выразилось в реальных доходах бюджета. Ну и я ваш намек понял по поводу того, что будет ли это вечно. Конечно, нет. Конечная цель – это снижение налогового бремени в будущем. И правительство исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это и тоже рассчитываю. В этом году, конечно, вообще всплеск вопросов от самозанятых, от индивидуальных предпринимателей. В стране их миллионы, и налоговые изменения волнуют огромное количество людей. К нам в программу через мессенджер Макс пришел вопрос от Дениса Владимировича Максимова из Люберец. Давайте, если у нас есть технические возможности, сейчас позвоним ему по видеосвязи. Денис Владимирович, если вы нас слышите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Извините, пожалуйста. Когда цены на рыбу будут регулироваться государственными органами и станут доступны для населения? Вы знаете, регулирование государством цен на рынке – сложная история и очень опасная. Потому что как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так, сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило, получается. Правда, есть сферы, где регулирование необходимо, ну, скажем, по жизненно важным лекарствам. Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но вот для как бы обычного товара это сложная история. Но вы правы в чем? Правы в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы, и мы до них пока не дотягиваемся. Здесь нужно, мне кажется, по-другому действовать. Нужно улучшить логистику. Надо добиться того, чтобы рыбная продукция с Дальнего Востока могла максимально дешевым способом попадать на стол потребителя в европейской части страны. Надо улучшить транспортные возможности. Надо поговорить в том числе и по тому же налогообложению. Надо создать условия для продолжения строительства рыболовных судов и так далее. Здесь много вопросов, которые должны привести к желаемому нам результату. Видеозвонок, да? Ну, Денис Владимирович, если вы нас слышите, задавайте ваш вопрос. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день. Меня зовут Максимов Денис Владимирович, Люберецкий район, Красково. У нас небольшой семейный бизнес, пекарня. Около 8 лет мы пользовались удобной и патентной системой налогообложения. Начиная с Нового года мы должны платить налог с дохода и должны будем уплачивать НДС. Для этого нам придется нанимать профессионального бухгалтера и нести дополнительные издержки. Мы понимаем прекрасно, что страна находится в непростой ситуации. Мы понимаем, что повышение налогов – это необходимость. Но, на мой взгляд, по моему мнению, было бы гораздо полезнее для государства, ну и для нас, ИПшников, если бы нам просто повысили стоимость нашего патента в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Пускай это зависело от оборота. А в данный момент ситуация непростая. Мы смотрим в будущее, честно говоря, без оптимизма. Многие закроются или уйдут в тень. Вот подскажите, как нам быть в такой ситуации и вот в условиях резкого изменения налогового законодательства? Денис Владимирович, это как раз ваша пекарня сзади, да? Да. Машенька, а в честь кого вы назвали пекарню? Таким ласковым словом, Машенька. Вот и Машенька рядом. Старшей дочери. Вкусные булочки делаете? Там что у вас там? Да, надеюсь, да, вкусные.
Денис Владимирович, связано это по существу вашего вопроса. С чем это связано? Связано, ну, во-первых, в свое время принимались решения по всяким формам льготирования и поддержки индивидуального предпринимательства, малого бизнеса. Что произошло за последнее время, что фиксировало правительство, как они мне докладывали, что особенно это касается торгового бизнеса, и индивидуального предпринимательства, и малого, начались процессы, связанные с использованием этих инструментов и этих форм бизнеса для бесконтрольного завоза серого и черного импорта. Вот в чем, откуда возникла проблема. Но это не значит, что должны быть созданы какие-то проблемы для производственного бизнеса. И обязательно обращу на это внимание правительства и соответствующих правительственных структур. Что касается бухгалтерии, то я просил бы обратить ваше внимание на то, что совсем не обязательно, мне кажется, вам нужны дополнительные издержки на организацию бухгалтерии. Сейчас крупные финансовые учреждения предоставляют различные сервисы и банковского, и бухгалтерского дела. И надо попросить тоже Сбер, я думаю, что они вам помогут организовать эту работу без особого ущерба для вашего дела и без особой финансовой нагрузки на эту составляющую. Но в чем вы правы, безусловно, производственный бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен. Но в любом случае я желаю вам успеха и вашей Машеньке, и дочери, и вашему делу, которое называется таким нежным именем. Желаю всего самого доброго и успехов. Может, угостите чем-нибудь? Пришлете чего-нибудь вкусненького, хорошо? А я со своей стороны поработаю с правительством в направлении поддержки и вашего предприятия, и таких предприятий, как ваше. Спасибо большое. Кстати, вот важная новость пришла. Только что Центробанк снизил ключевую ставку до 16%. Движемся. Вы знаете, Центральный банк, понятно, находится постоянно под постоянным давлением. Ну, и здесь много таких спорных вопросов, связанных с высокой ключевой ставкой. Разница между уровнем инфляции, она у нас в конце года, как я уже сказал, будет меньше 6%, 5,7, 5,8, может 5,6. Вот. А ключевая ставка сохраняется на уровне 16%. Эксперты ждали возможного понижения и может быть, и на 1 процентный пункт. У нас по закону Банк России работает независимо. И я стараюсь не вмешиваться в принимаемые ими решения. И стараюсь их оградить от всяческого влияния и давления со стороны. В целом Банк России не только справляется, а он действует достаточно ответственно. Мы в самом конце прошлого года и в начале этого говорили с председателем Центрального банка, с руководством правительства, экономического блока правительства, говорили о том, что необходимо принимать решения по таргетированию инфляции. Необходимо сделать все, чтобы макроэкономика России была здоровой, прочной, и чтобы экономика страны имела такую прочную базовую основу. И вот эта разница между реальной инфляцией и ключевой ставкой, это одна из линий критики в направлении в сторону Центрального банка. В чем проблема? Там их на самом деле немало, но одна из проблем заключается в том, да, у нас, я уже говорил, наверное, упоминал, если нет, то сейчас скажу, одна из проблем сегодняшнего дня – это снижение инвестиционной активности. За первые 3 квартала текущего года минус 3,1%. Но
Банк России фиксирует небольшое снижение, а все-таки продолжение достаточно серьезной активности в кредитной сфере. Количество выдаваемых кредитов почти не уменьшается. Уменьшается, но незначительно. И это вызывает у Банка России необходимость действовать в высшей степени аккуратно, осторожно, чтобы не допустить всплеска инфляции и чтобы потом не потребовалось бы делать какие-то шаги в обратную сторону. Вот это колебание туда-сюда – это самое плохое. И Банк России стремится к стабильности в этой сфере, и это, безусловно, важно. С этим нельзя не согласиться. Достаточно ли этого понижения на 0,5% или нет, сейчас не буду давать никаких оценок. На экспертном уровне, уверен, у нас много хороших специалистов, люди сделают соответствующие оценки. Ну и реакция со стороны реального сектора экономики тоже будет. Я догадываюсь, какая реакция, но посмотрим на конечный результат. Владимир Владимирович, ну официальные данные, официальная инфляция – это все-таки одно, но ощущаемая, так называемая инфляция, она несколько другая. Об этом нам очень много пишут. Мы и сами ходим в магазины, видим, как все дорожает. Ну что сказать, вы обычно говорите, средняя температура по больнице в районе 6%. Действительно, люди пишут о том, что все дорожает и цены растут как на дрожжах. Максим Волков из Чапаевска Самарской области. Почему все стало так дорого? Даже на курицу цены выросли почти в 2 раза. Я многодетный отец, у меня 3 детей, работаю, зарплата 50 тысяч. Но и с этим я не могу удовлетворять потребности и кормить их. Или вот, например, тут разные обращения. Вот, например, Ростовская область. Явно пишет ребенок, потому что указано до 18 лет. Здравствуйте, почему цены на продукты и булочки в столовой растут, а зарплаты моих родителей нет? Я уже говорил, когда люди видят какие-то средние показатели, усредненные цифры, это вызывает часто вопросы, потому что средние цифры, как правило, не совпадают с тем, с чем человек сталкивается в реальной жизни. Ну, например, мы говорим, что инфляция снизится, это значит, что цены снизятся, и они будут на уровне там 5,7, 5,8%. Значит, но инфляция, скажем, продовольственная инфляция, да еще по некоторым направлениям, она может быть больше, она и является больше. А это уже зависит от той продовольственной корзины, которой пользуется человек. Если в этой продовольственной корзине преимущественно из белковой продукции, значит, мясо, куриное мясо, то мясо курицы, то тогда, конечно, на бюджете семьи это отражается. И ничего там, безусловно, хорошего нет. Но, кстати, обращаю внимание на то, что мы в прошлом или когда в позапрошлом году критически оценивали действия наших коллег из правительства, когда резко подскочили цены на яйцо куриное. Сейчас цены не просто снижаются, они снизились чуть ли там, не помню сколько, свыше 10%, чуть ли не на 16%. Поэтому это все-таки тоже факторы. Но без всяких сомнений мы должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в каждом сегменте. И с каждыми группами населения. Вот, что касается семей с детьми, здесь вообще все должно выстраиваться вокруг семьи. Мы и стараемся так сделать, но просто обращаю внимание на то, что дополнительные меры поддержки семей с детьми вводятся вот с 1 января следующего года. Например, из уплаченных 13% НДФЛ, налог на доходы физических лиц, в семьях, где доходы являются скромными, на меньше 1,5 ПМ на человека, из 13 уплаченных процентов 7%,
то есть большая часть, будет возвращаться назад в семью. Но, в принципе, это такой, надеюсь, что это будет такой реальный способ поддержки семьи с детьми. Кстати говоря, если доходы в семье ниже, там, по-моему, 1,5%, то тогда на каждого ребенка положена дополнительная поддержка в виде ПМа одного. Вот я уже не говорю о других составляющих поддержки семей с детьми. Ну, конечно, этого недостаточно. Конечно, мы все понимаем, что этого недостаточно. Ну, что делать? Мы будем дальше, во-первых, совершенствовать эту систему поддержки семьи, потому что вся политика государства и на федеральном, и на региональном уровне должна вокруг этого крутиться. Но и, во-вторых, конечно, будем стремиться к повышению уровня заработной платы, к тому, чтобы доходы, особенно доходы семей с детьми, не падали, и при, скажем, повышении трудовых доходов, чтобы государство ни в коем случае не снижало эти меры поддержки, что происходит, к сожалению, сегодня. Ну, это известная тема, когда семья с детьми получает определенные льготы, поддержку, а потом трудовые доходы возрастают, а государство сокращает тоже те льготы, которые предоставляло семье до сих пор. Но так вот, при повышении трудовых доходов общий доход семьи с этими льготами не должен понижаться. Вот я еще раз возвращаюсь к этой теме и прошу правительство обратить на это самое пристальное внимание. Бессмысленно это делать, потому что ничего бюджет на этом не зарабатывает, заработать не может, а мы только дестимулируем людей к трудовой деятельности. Давайте вернемся к залу. Несколько вопросов отработаем. Мы вот тот сектор мы не брали. Давайте, вон Тюмень я вижу. Тюмень, дайте, пожалуйста, микрофон. Всем здравствуйте. Кристина Смирнова, телеканал «Тюменское время», Тюмень. У меня вопрос про необычный объект 3i Atlas, который сейчас надвигается на нас. И если верить прогнозам, то именно сегодня, 19 декабря, то ли это корабль с двигателем, то ли это просто комета приблизится к Земле. Вопрос следующий. Что вам передают службы разведки и Роскосмос? Действительно ли есть признаки искусственного происхождения? Как бы смешно сейчас это ни звучало, но действительно очень много теорий и догадок. И мы, как Тюмень, термальная столица России, готовы принять любых гостей, но если это будут гости из космоса, то мы хотели бы подготовиться. И, во-вторых, связана ли дата нашей сегодняшней встречи с этим прогнозом, потому что мы впервые подводим итоги в пятницу. Спасибо. Владимир Владимирович, вас тут вообще просят подмигнуть левым глазом, если вы знаете, что инопланетяне существуют, но это засекречено. Вот так и пишут. Очень бы хотелось услышать. Подмигните, если знаете. Кристина, да? Значит, я вам скажу, но то должно остаться исключительно между нами. Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае. Значит, потому что мы против размещения вообще оружия в космосе. А если по-серьезному, ну, это комета. Ну, наши ученые знают о том, что происходит. Причем это комета из другой галактики. Поэтому она ведет себя не так, как кометы нашего галактического происхождения. Там другая оболочка, и приближаясь ближе к Солнцу, на ее поверхности происходят немножко другие процессы, в том числе и в полевом хвосте этой ракеты. А по-другому там что-то выглядит. Вот. Но она достаточно большая, по-моему, где-то от 2 до 6 километров. Вот. Но вот смотрите, Луна от нас находится на расстоянии 400 тысяч километров. А объект, о котором вы говорите, находится на расстоянии сотен миллионов километров. И не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу.
пошлем его к Юпитеру. И в начале следующего года комета покинет Солнечную систему. Спасибо, продолжаем. Я вам подмигну. Давайте он Беларусь. Пожалуйста. Большое спасибо, Владимир Владимирович, за предоставленную возможность. Виктория Сенкевич, телеканал «Первый информационный», белтелерадиокомпания. Так синхронизировались мы, Беларусь и Россия, что у нас тоже в эти дни большое событие, Всебелорусское народное собрание. И президент говорит, Беларусь и Россия должны быть вместе. Вот вы слышали наверняка, да? Давайте мы с вами тоже такой мостик построим. Беларусь и Россия нам не впервой. Действительно, мы на силу России опираемся. Орешник заступает на боевое дежурство в эти дни в Беларуси. Благодарим. Тактическое ядерное оружие вернули нам. Но почему-то не всем наш союз нравится. Странно. У нас там то Литва границу закроет, то Польша границу закроет, значит, то полигоны какие-то собираются возводить, то украсть или, как вы говорите, грабеж нашего имущества тоже планируют. Мы тоже страдаем от этого, да? Вот вопрос такой. Как вы оцениваете действия этих европейских подсвинков? Спасибо за новый дипломатический термин. Какой будет реакция России на угрозы на западных рубежах нашего с вами общего дома, союзного государства? Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще этого никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Я имел в виду в целом группу лиц, неопределенную группу лиц, как говорят юристы. Вот. Но иных уж нет, а те долечат. Это же все возникло достаточно давно. Но не важно. А важны наши с вами отношения. Я вчера смотрел в прямом эфире выступление президента Беларуси на Всебелорусском собрании. Да, и должен его поздравить. Это было очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление. И хочу выразить ему слова благодарности за оценку состояния российско-белорусских отношений. Что касается вопросов безопасности, то мы решаем их и в двустороннем порядке, и в рамках ОДКБ. Вы сейчас упомянули об Орешнике. Александр Григорьевич вчера говорил и о размещении российского тактического оружия, ядерного тактического оружия на территории Беларуси. У нас регулярно проводятся учения, группа войск создана. Наше Министерство обороны очень тесно сотрудничает друг с другом. Безопасность союзного государства находится в надежных руках наших военных и будет, безусловно, обеспечена. Ну уж, коль была Белоруссия, наверное, теперь можно и наших гостей из NBC пригласить задать вопрос. Пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон. Keir Simmons from NBC News. Mr. President, I want to ask господин you президент, about я хотел бы relations спросить with вас об President отношениях Trump and the United States. с President президентом Trump Трампом и has a Соединенными peace Штатами. deal on the table. У президента Ukraine Трампа is есть мирная offering сделка. enormous Украине compromises. предлагаются большие компромиссы, но вы продолжаете говорить о войне. Господин президент, если вы отвергнете мирное предложение президента Трампа, будете ли вы ответственны за смерть украинцев и россиян в 2026 году? Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начинали эту войну. Эта война была начата после государственного переворота на Украине, антиконституционного вооруженного переворота в 2014 году, а затем и начало боевых действий главарями киевского режима против своих граждан на юго-востоке Украины. Мы, со своей стороны, долго не признавали самостоятельность, независимость тогда непризнанных республик Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. И после обмана нас и нереализации договоренности Минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран.
президент Трамп предпринимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. Как неоднократно говорил, он делает, на мой взгляд, это абсолютно искренне. Более того, на встрече с президентом Трампом в Анкоридже мы согласовали и практически согласились с предложениями президента Трампа. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. На предварительных встречах в Москве нам были сделаны предложения, и к нам обратились с просьбой пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкоридж, я сказал, что для нас это будут непростые решения, но мы с предлагаемыми нам компромиссами согласны. Поэтому говорить о том, что мы что-то отвергаем, совершенно некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Вопрос целиком и полностью, мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов, так скажем, прежде всего главарей киевского режима и их, в данном случае, прежде всего, европейских спонсоров. Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами. Давайте еще пару вопросов из зала продолжим. Спасибо большое. Спасибо. Давайте вот Белгород. Белгород, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Анна Рудченко, ГТРК «Белгород». Конечно, не могу не сказать вам, что мы будем счастливы, если вы найдете возможность и приедете к нам. Мы всегда вас будем ждать. Спасибо. Сегодня в прифронтовой Белгородской области, как и в каждом приграничном регионе, связь – один из самых острых, больных вопросов. Это оповещение об атаках и угрозе БПЛА. Это возможность для детей продолжать учебу дистанционно. Это возможность жить, потому что у детей с диабетом датчики глюкозы подключены к смартфонам, и таким образом родители мониторят уровень глюкозы в крови. Без мобильного интернета эта функция сбоит. Очень просим вас поручить правительству внести сервисы для диабетчиков в белые списки Минцифры, чтобы они работали как и госуслуги, даже при ограничении мобильного интернета. И еще, благодаря вашему решению с федерального бюджета жители приграничья получают компенсацию за жилье, которое они потеряли из-за обстрела ВСУ. За это вам огромное спасибо. Но раньше, благодаря вашему решению, выплачивали компенсацию и за второе утраченное жилье. Сейчас эту выплату отменили. Помогите, пожалуйста, решить вопрос с компенсацией. Еще раз, секундочку, вторая часть вашего вопроса. За второе утраченное жилье. То есть была хата родительская у людей и свой домик, и оба дома разрушены. Таких семей не так много, и люди страдают, они берут в ипотеку, переезжают из опасных районов, берут в ипотеку жилье, и средств компенсации не хватает. В итоге вот очень просим вас помочь решить вопрос с компенсацией за второе утраченное жилье. Спасибо вам огромное. Да, вот начнем с того, чем мы завершили. Да, обязательно, обещаю вам, мы проработаем эти вопросы. Это, вы знаете, такие вопросы постоянно возникают и при реакции нашей на какие-то чрезвычайные ситуации, в том числе связанные с пожарами, с наводнениями и так далее. Здесь ситуация еще гораздо более драматичная. Но, в принципе, вопросы подобного рода, вот в той системе отсчета, когда мы боремся с последствиями чрезвычайных ситуаций, они прорабатывались, и их можно точно проработать. Обязательно этим позанимаемся. Первое. Второе, касающееся сервисов, да, и того, что связано с этим, с учебой детей, с контролем датчиков при диабете и так далее. Ну, насколько я понимаю, здесь вопрос не в принятии соответствующих препаратов, так, а вопрос в контроле только за тем, как эти препараты принимаются, своевременно или нет и так далее.
Да, понятно. Когда выключается интернет, то тогда родителям трудно контролировать, что же происходит с ребенком. И здесь, конечно, мы понимаем, что здесь ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности и сокращения до минимума опасности налетов и ударов дронов и так далее. Потому что вот эти сервисы, если сервисы на их, компоненты этих сервисов находятся за рубежом, то противнику, к сожалению, это реалии сегодняшнего дня, легче выбирать цели для ударов. Но здесь два способа решения проблемы. Первое – это переходить на отечественное программное обеспечение и на наше так называемое железо. Так, потому что ведь многие сервисы продолжают работать. И второе, можно использовать и возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь, но надо договариваться с ними тогда о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию Российской Федерации. Но в любом случае, конечно, и по тому, и по другому направлению нужно будет поработать. Спасибо. Да. Да, пожалуйста, без всяких табличек, я отдаю должное вашей скромности. Спасибо большое. Добрый день. Меня зовут Željko Šajn, журналист газеты «Политика» из Сербии. Да. Спасибо вам, что разрешили, чтобы вам поставили спрашивание. Извините, что не говорю хорошо по-русски, но думаю, что вы меня понимаете. Вы начинали нормализацию Ruska Federacija и США. И когда посмотрим это все, что случается, мы получаем санкции, которые на русские компании находятся в Сербии по поводу НИСа. Можете нам сказать, как ваши комментарии и что можем ожидать народ в Сербии? И другой вопрос, когда вы встречались с Трампом, Аляске, вы разговаривали там с ним о новой безопасности организации, потому что вы сказали в Словении, что одну топ-секрет информацию, что Советский Союз, правительство передало предлог, чтобы сотрудничал с НАТО. Потом, когда пришел Клинтон здесь и разговаривал с вами, вы ему тоже предложили сотрудничество с НАТО, но в будущем можем ожидать сотрудничества, чтобы могли нормально жить, чтобы не было войны. Я думаю, что на 23-м итоге, на будущем году, будем разговаривать о мире, а не о войне. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. нам тоже очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов. И повторяю еще раз, нам бы очень хотелось, мы стремимся к тому, чтобы решить все спорные вопросы путем переговоров. Безусловно, и я думаю, что вы тоже с этим согласитесь, нам нужно добиться устранения первопричин конфликта, чтобы ничего подобного в будущем не повторялось, чтобы мир был долгосрочным, прочным и устойчивым. К этому мы и будем стремиться. Что касается сотрудничества с НАТО. У нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывает и вызывала, и вызывает нашу законную озабоченность. И, конечно, в этих условиях новая система безопасности в Европе, она достаточно актуальна. В свое время, еще до развала Советского Союза,
были умные люди в Европе, в том числе видные представители социал-демократической партии Германии, в частности, господин Эгон Бар был опытный политик. Он еще даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с учетом с участием Соединенных Штатов, государств Восточной Европы и с участием России, с тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия. Мы ведь ничего не требуем необычного. Мы не говорим, что какая-то страна не имеет права выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и нам. Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули. И мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе. Теперь, что касается НИС. Это непростая задача, вы правы. К сожалению, несмотря на внешнее стремление наладить отношения, санкционное давление, а это часть политики с позиции силы, безусловно, продолжается. Это касается и нашей компании «Газпромнефть», которая является собственником вот этой компании НИС. Это компания, в которую «Газпромнефть» вложила приличные средства, уже более 3 миллиардов долларов, и превратила это в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. У нас, мы знаем, что вокруг этого происходит. У нас есть межправсоглашение Сербии по поводу принятия каких бы то ни было рестрикций в отношении этой коммерческой структуры. И, конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны, где гарантии безопасности, если даже межправсоглашения не работают. Но у нас есть соображения, каким образом и в каком направлении мы могли бы вместе двигаться. И диалог такой с нашими друзьями идет в Сербии. Надеемся, что мы найдем нужное решение. Хочу вернуться к вопросу, который вы уже во многом затронули, но если возможно, сакцентироваться на нем еще раз, потому что множество обращений по поводу справедливости начисления детских пособий. Причем чаще всего обращаются многодетные семьи, родители много работают, стараются для своих детей. Но как только такие семьи даже из-за каких-то 100 рублей не подпадают под так называемые критерии нуждаемости, то им уже и поддержка, и пособие не положено. Вот попробуем позвонить по видео Гульнаре Баязитовой. Она тоже нам написала такой вопрос. Гульнара, если вы нас слышите, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, уважаемый президент. Добрый день. С наступающим вас. Спасибо. Тюменская область, село Благ. Спасибо. Я с мужем работаю в бюджете. Я помощник воспитателя, у меня зарплата 27. Муж водитель, зарплата 50-80. Ездит в город на работу. У нас 6 деток. Ждем пополнения. Участвуем во всех соревнованиях, во всех конкурсах. Мы активная семья. У нас есть знаки ГТО, золото у всех. И у детей, у меня, у мужа. Но 11 лет я как многодетная мама, и за 11 лет я 1 раз прошла пособие. И у нас, получается, вот в прошлом месяце у нас превышение было 100 рублей. В ноябре у нас 259 рублей вышло превышение. Из-за этого мы как многодетные, у нас никаких льгот. У нас нет ни проездного, у нас питание, лагерь, нам ничего не положено как многодетным, ни коммунальные, ничего. Вот хотелось бы помощи, чтобы многодетным, действительно 6 деток, это очень много, мы оба работаем. Мы очень-очень много работаем с мужем. Берем подработки,
Держим хозяйство небольшое, кур. Вот хотелось бы еще от государства немножко помощи. Да. Гульнара, я в целом затрагивал сейчас вот этот вопрос, ну, где-то отвечая на предыдущие вопросы подобного рода. Я полностью с вами согласен. Вот вы сейчас сказали, что когда вы работаете, у вас трудовой доход увеличивается, а сразу сокращается поддержка со стороны государства. Вот те средства, которые вы получали, когда ваш трудовой доход был меньше, они сразу сокращаются. И получается, что бессмысленно работать. Это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Но я считаю, что это ошибка со стороны правительства. Я уверен, и Минфин, и все руководство правительства услышат то, что мы сейчас с вами говорим. Но просто здесь никакой экономии нету, а попытка получить какие-то доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Согласен с вами. Но коллеги точно поработают, и надеюсь, что этот вопрос будет закрыт. Что касается коммунальных платежей, просто хочу напомнить вам и всем другим, для которых вопросы подобного рода являются важными нашим гражданам. Вот если общий порядок такой, что если расходы на коммунальные платежи, расходы на коммунальные на ЖКХ превышают на 22% совокупный доход семьи, то тогда в этом случае государство обязано оказать поддержку. Все, что выше этих 20%, государство должно брать на себя. Просто я не знаю, вы в курсе или нет. Вы знаете об этом? Я на все льготы, я в курсе, да. Но все смотрится на доход. Да. В некоторых регионах, Москва относительно богатый регион, здесь, по-моему, в Москве даже не 22% расходов на ЖКХ, а от 10% расходов на ЖКХ уже наступает помощь и поддержка со стороны региона. И региональные власти должны продолжать эту работу, и на федеральном уровне тоже об этом должны думать. Что касается поддержки детей с детьми, то у нас вокруг этого вообще у нас строится вся политика. Я прошу и региональные власти, коллег в регионах об этом всегда помнить. Любое действие, я об этом много раз говорил, любое действие, какое бы государство ни совершало, мы всегда перед тем, что-то сделать, должны подумать, а как это отразится на жизни и на доходах семей с детьми. И вот самый главный ваш вопрос по поводу снижения мер государственной поддержки в случае повышения трудовых доходов. Сделаем все, чтобы он был решен. Владимир Владимирович, еще от имени работающих мам хочется дополнить. Да. Я думаю, Гульнара нас слышит и тоже услышит этот вопрос. В нашей стране пособие по уходу за ребенком выплачивается до 1,5 лет. И вот нам пишут многие мамы, что в этом возрасте 1,5 года ребенка в сад не возьмут. В ясли многие не готовы отдать, ясель этих нету. И очень просят продлить пособие до 3 лет. Таких обращений огромное количество. Вот Ставропольский край. Подскажите, почему пособия выплачиваются только до 1,5 лет ребенка? В декрете мама находится до 3 лет. Ясель опять-таки нет, объясняет Пятькова Юлия Анатольевна. В основном сады принимают с 3. И все равно это означает постоянные больничные, совершенно правильно отмечает мама. Ни один работодатель такую маму терпеть не будет, будут гнать отовсюду. Продлите выплаты по уходу за ребенком не до 1,5, до 3 лет. Огромное количество таких обращений. Обращение правильное и постановка вопроса правильная. Да, на 1,5 лет выплачиваются пособия, а с 1,5 до 3 нет. Надо прямо и по-честному сказать. Вопрос только в бюджетных ограничениях. Вот и все. Никаких других оправданий этому нет. Только в этом дело. И, конечно, правительство должно будет подумать, как в целом решать задачу подобного рода. Но что касается яслей, детских садов и возможности для мамы выйти
на работу, то это тоже один из способов решения вопроса, конечно. И здесь тоже не все пока решено. У нас многое сделано для реновации школ, большая очень программа. Сейчас осуществляется программа по реновации детских садов. И я думаю, хочу, чтобы меня коллеги в регионах тоже услышали. Вот когда решаются вопросы по реновации детских садов, конечно, наверное, было бы правильно сразу же решать вопрос о том, чтобы создавать ясельные группы. Это первая часть, а вторая, она тоже вроде бы как простая, требует дополнительного внимания и, конечно, расходов, связано с тем, что надо бы увеличивать количество часов, когда ребенок находится в детском саду или в яслях. Условно, не до 18 часов, а продлить этот срок пребывания. Но это потребует, в свою очередь, увеличить количество педагогов и воспитателей в детских садах и в яслях. Значит, их нужно набрать и нужно дать дополнительные ставки в эти учреждения. Вот по этому пути надо идти. Ну и, разумеется, правительство должно думать на тему о том, как решать вопрос вот этого разрыва между 1,5-годовалым ребенком и 3-летним ребенком. Ну а в целом у нас, конечно, выстроена достаточно стройная система поддержки материнства, детства, семей с детьми. Ну, например, льготы сразу же предоставляются женщинам с момента беременности и до 18-летия ребенка. А там, где взрослые уже молодые люди до 23 лет учатся в учебных заведениях на очных отделениях, там эта поддержка продолжается и на детей до 23 лет. Вот, что касается многодетных семей, то здесь тоже к ним нужно особое внимание проявлять. И, например, статус матери-героини тоже у нас приподнят. Мать-героиня приравнивается теперь по всем льготам к героям труда. Там целый набор льгот. И это первая часть. А есть еще одна составляющая. Раньше у нас начислялись баллы к пенсии женщинам многодетным на 3 детей. Учитывалось только 3 ребенка при начислении пенсии. Теперь принято решение, оно начинает действовать. Теперь при начислении пенсии баллы будут пенсионные учитываться не только на 3, но и на всех последующих детей. Но, безусловно, и это хорошо, это, надеюсь, тоже сработает, но правительство, безусловно, да и вообще государство в целом должно продолжить подготовку и внедрение системы мер поддержки детей, семей с детьми. Давайте теперь пару вопросов из зала. Мы незаметно проработали 2 часа уже. Казань-то, давайте, Казань. Что вы там про ислам что-то хотели спросить? Владимир Владимирович, добрый день. Большое спасибо за очередную возможность задать вопрос. Артур Халилулов, Татар-Информ, город Казань. В 26 году, как вы, наверное, знаете, культурной столицей исламского мира будет как раз Казань. Это решение было принято на конференции министров культуры стран Организации исламского сотрудничества АИС. И, в принципе, мы знаем, что Россия в последние годы последовательно улучшает отношения со странами исламского мира, с глобальным югом. Ну и в Татарстане Рустам Минниханов, Татарстан, в свою очередь, тоже активно продвигает эту повестку совместно с МИД РФ, а также в рамках группы стратегического видения России «Исламский мир». И у меня 2 вопроса. Как вы считаете, какими должны быть акценты во взаимных отношениях России с исламским миром? И второй вопрос. Можно ли сказать то, что мусульмане всего мира смотрят на Казань, Татарстан, Россию и принимают эту модель, каким должен быть ислам в современном мире? Спасибо. Исламский мир, он очень разный, так же, как и христианский. Мы с вами это хорошо знаем. Но я уверен, что
пример Татарстана, безусловно, является в высшей степени положительным. И многие мои коллеги из стран с преимущественным исламским населением обращают на это внимание и смотрят на тот опыт, положительный опыт сосуществования людей разных национальностей, религий, который нам демонстрирует Татарстан. Я хочу поздравить, это все началось и из первого руководителя Татарстана, и сейчас Минниханов это поддерживает, Рустам, активно. Не случайно, мне кажется, что столица Татарстана выбрана центром проведения будущих крупных международных мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества. Россия является там наблюдателем. Кстати говоря, я был инициатором того, чтобы Россия была наблюдателем. Это вот я обратился к коллегам когда-то, чтобы Россия стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. И вы знаете, с огромным удовольствием это было сделано всеми нашими друзьями и коллегами, представителями исламских стран. Просто я вот наблюдал это, как это происходит, с восторгом. Мне было это очень приятно. Это было очень, очень давно уже, но это абсолютно правильное решение было с нашей стороны. У нас свыше 10% людей, которые исповедуют ислам. Это еще, не буду говорить про то, что говорил мне по этому поводу патриарх. В общем, у нас православие – это восточное христианство. И по целому ряду, по всем основным нашим традиционным ценностям у нас все совпадает. И то, что делается в Татарстане по этой линии, в том числе и по духовной линии, по воспитательной, по образовательной. Вот то, что в Татарстане возникла академия, да, это очень важное решение. Очень важно, имея в виду, что мы должны сами у себя, на своей территории готовить специалистов в области ислама. Но у нас то же самое и в Башкортостане развивается. Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российской Федерации. Что? Громче. Давайте все-таки коллегам давать. Один вопрос еще. Пожалуйста. Владимир Владимирович. У нас еще форум Казанфорум есть, да, ежегодный. И эта площадка, она растет из года в год. Хотелось бы узнать, не планируете ли вы посетить Казанфорум в этом году? Спасибо большое. Вы знаете, мы распределили между коллегами, да. Я посещаю обычно Дальневосточный форум или Санкт-Петербургский, председатель правительства в Сочи ездит на такой же форум. Чтобы здесь не собирать одних и тех же людей на представителей различных уровней власти. Но, тем не менее, это форум очень важный, и, безусловно, мы, будем его поддерживать, потому что это еще одна нить, связывающая нас с нашими друзьями и союзниками в арабском мире, и в исламском мире в целом, да, и можно без преувеличения сказать, с глобальным югом. Спасибо. Вы знаете, вы в итоге задали 3 вопроса. Друзья, давайте уважать друг друга. Наши гости из Китая. Синьхуа, пожалуйста. Синьхуа, вот тот сектор. Владимир Владимирович, здравствуйте. Агентство Синьхуа, меня зовут Люкай. Как вы не раз говорили, китайско-российское отношение находится на самом высоком уровне за всю историю. Только за текущий год вы и председатель Си Цзиньпин встречались 2 раза. А в следующем году будут отмечаться 2 важные даты. Напомню, 30 лет с момента установления между Китаем и Россией отношений партнерства и стратегического взаимодействия. И 25 лет с момента подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Мой вопрос такой. Как вы оцениваете достижения китайско-российского стратегического взаимодействия за последние 30 лет? И как вы видите его развитие в течение следующих 30 лет? Спасибо.
Вы знаете, я для начала сказал бы так, что я оцениваю председателя Си Цзиньпиня как надежного друга и стабильного партнера. Моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. И вот это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений. Они развиваются последовательно. Конечно, важны договоры, о которых вы сказали, и установление стратегического партнерства. Но самое важное – практика. Практика нашей реальной совместной работы. Причем по всем направлениям. Мы уже приводили эти цифры. Китайская и российская статистика немножко отличаются, но безусловная цифра – это где-то около 240-250 миллиардов долларов оборот. Да, это меньше, чем страны Евросоюза, но вместе взятые. Но в страновом измерении сотрудничество между Россией и Китаем, Россия находится на первом месте среди европейских стран. Да, с Евросоюзом в целом у КНР где-то 700 с лишним миллиардов оборот, с Россией там 240-250, но, повторяю, в страновом измерении мы первое место занимаем среди европейских стран. Ну, в целом в мире там, конечно, очень большой оборот с США у Китая, с Японией, с Южной Кореей, но в Европе, если в страновом измерении, Россия занимает первое место. И развиваются эти отношения, они переходят в самые различные области, и что меня очень радует, в области высокотехнологичного производства, в области науки, образования, гуманитарных связей, в область исследования космического пространства. Мы сотрудничаем, и это просто показатель доверия между нашими странами и уровня этого доверия. Сотрудничаем в военной области, регулярно проводим совместные учения и патрулирование и стратегической авиации на море, сухопутные войска. Все это говорит о том, что наши отношения, как я много раз говорил и хочу подчеркнуть, лишним не будет, российско-китайские отношения являются существенным фактором стабильности в мире. И на международной арене мы постоянно, наше Министерство иностранных дел находится в контакте и координирует между собой повестку дня. Так что надеюсь на то, что вот в таком ключе мы и будем развивать отношения с нашими китайскими друзьями на ближайшую и более отдаленную историческую перспективу. Ну и еще один из зала, давайте. Давайте, вот девушка в голубом, вот прямо рядом, ага. Давайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Евгения Волгина, радиостанция «Говорит Москва», ведущая. У меня вопрос про демографию в целом. Неоднократно вы констатировали, что в стране снижается рождаемость, хотя материальное стимулирование в стране происходит регулярно, льготы, выплаты, поощрения и так далее. Но сейчас малочисленное поколение женщин, которые находятся в фертильном возрасте. И когда эта демографическая яма пройдет, демографы спорят. При этом молодые люди сейчас в основном заинтересованы в том, чтобы строить карьеру, создавать финансовую подушку безопасности. Кто-то просто опасается рожать детей. И здесь возникает сразу два вопроса. Первый. Какие меры материального стимулирования вы видите в виде дополнительных каких-то, для введения, чтобы молодые люди создавали семьи и рожали? И второй вопрос. Может быть, сейчас нужно уже говорить с молодыми людьми в плане того, что не нужно задерживаться в желании создать семьи, нужно все-таки рожать, не нужно бояться. Ну, какой-то вот ценностный аспект. Спасибо. Это вопрос, который волнует все страны постиндустриального уровня развития, но практически все крупные страны крупных экономик. Везде происходит одно и то же. Везде одно и то же. И в некоторых государствах ситуация складывается просто драматически.
Ну, в Японии, например, это коэффициент рождаемости 0,8%, в Южной Корее вообще 0,7%. Коэффициент рождаемости средний – это что такое? Это количество детей на одну женщину в детородном возрасте. Вот. У нас тоже чуть-чуть снизился, примерно 1,4%, а нужно добиться хотя бы 2%. Так? Это очень сложная задача. Конечно, многое связано с материальным положением семьи. И, разумеется, семья не должна чувствовать снижение уровня достатка с появлением ребенка. Это очень важная составляющая. И поэтому я сейчас не буду повторять все, что делается. Набор целый мер, как я уже говорил только что, от беременности женщины до 18 лет ребенку. Там мы в некоторых регионах ввели дополнительную поддержку, выделили пару лет назад 75 миллиардов рублей на поддержку в тех регионах, где рождаемость у нас требует особого внимания и так далее. Я говорил вот о повышении статуса мать-героини и так далее. Поддержка сохранения семейной ипотеки. Здесь тоже надо еще поработать с этой ипотекой под 6%. Говорили, мы делали, будем делать дальше все для того, чтобы поддержать настрой молодых людей, создавать семьи как можно раньше и детей заводить. Это такой очень тонкий процесс, действительно, но это все знают. Сначала молодые люди, прежде всего женщина, хочет получить образование, потом повысить уровень образования, сделать первые шаги в карьере, а там уже 30 лет появляется первый ребенок только. На второго уже и сил как не хватает и так далее, и так далее. Ну, нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье материнства, счастье отцовства. Вот опять вернусь к Нарану Алексеевичу. Вот он воюет уже, да, 4 года. У него 4 детей, да, Наран? 4 детей. Так? Значит, и нужно, чтобы... Вы знаете, ведь все учат на своем опыте. Всегда идут призывы, надо учиться на чужом опыте. И все мы так всегда говорим. В любой сфере деятельности, везде, вообще в жизни. А все равно все учатся на своем собственном опыте. Когда вот столкнутся с чем-то конкретным, тогда делают выводы и да, вот думают, надо было бы так и так поступить. Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, и говорил уже об этом, по-моему, публично даже. О чем? Вот последняя встреча с многодетными семьями. И там одна женщина, у которых уже в семье, которой уже там, по-моему, 9 или 10 детей, ну, да, она сказала очень хорошие слова, замечательные, которые я запомнил. Она говорит, вы знаете, вот у нас уже там, скажем, 10 детей, но как только появлялся новый ребенок, вот было уже 5-6 человек, а как только появлялся новый ребенок, мы всегда сразу думали, как мы без тебя до сих пор жили. Вот понимаете, вот такая оценка состояния души, отношения к детям и понимание своего собственного счастья в материнстве, ну и в отцовстве. Вот донести это до людей непростое дело. Но это должны делать мы все. И вот я обращаюсь к этой аудитории, к вашим коллегам, то есть к представителям средств массовой информации, к деятелям культуры, потому что, да,
Они все люди талантливые, и фильмы хорошие делают, спектакли ставят, книжки пишут, произведения там выходят на театральную сцену. И так. Ну вот, прошу вас, всегда думайте об этом. Разворачивайте все, то, о чем вы говорите, пишете, показываете, таким образом, чтобы пропагандировать отцовство и детство. Очень важна материальная составляющая. Ну, это важно. Но еще важнее состояние души и понимание простого человеческого счастья. Владимир Владимирович, вот тут интересная история. К нам как раз обратилась девушка, которая и самореализацию выбирает, и боится вот этот золотой возраст, чтобы стать мамой, боится его как бы пропустить, потому что она студент-медик. И, как мы знаем, в этом году принята новая мера, что наши студенты-медики должны отрабатывать обязательно, кто учится в ординатуре, на бюджете. Это как раз девушки нашей касается. Я предлагаю послушать видеообращение, ну и в целом таких обращений много. Молодым людям не вполне пока понятно, как будет организована их жизнь. Кстати, извините, пожалуйста. Вот я здесь, когда вот, вы задавали вопрос, я пометил, есть одна вещь хорошая для нас. В 25 регионах Российской Федерации обозначилась положительная демографическая тенденция. И это говорит о том, что наши коллеги на местах, в регионах, если уделяют этому должное внимание, многое получается. И в том числе в такой непростой, но очень важной для страны сфере, как демография. 25 регионов Российской Федерации демонстрируют уже положительные тенденции в сфере демографии. Давайте посмотрим видеообращение. Да, Гамазина Алина Валерьевна из Кемерово. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студентка 5-го курса медицинского университета в городе Кемерово. Обучаюсь по целевому направлению. Готова честно отработать в своем регионе после окончания учебы. Но сталкиваюсь с дилеммой. Мои годы обязательной отработки выпадают на 27-31 год. И это лучшее время для рождения детей и создания семьи. Но график, нагрузка и маленькая заработная плата молодых специалистов не позволяет этого сделать. В связи с чем я хотела бы задать вопрос. Существуют ли или планируются специальные условия, позволяющие совмещать отработку с материнством без штрафов и разрыва стажа? Возможно, есть какие-то финансовые или жилищные поддержки для молодых специалистов-врачей? Потому что в данной ситуации мы либо теряем молодых специалистов, которые уезжают в другие регионы, либо страдает наша демография. Как государство нам поможет выполнить сразу две задачи – рождение детей и отработка целевого направления? Ну, что касается поддержки молодых семей с детьми, то мы уже несколько раз к этому возвращались. И есть целый набор мер поддержки семей с детьми. Но когда вы говорите о том, что вы учитесь в ординатуре, на 5-м курсе, да? На 5-м курсе. Да, значит, и вам предстоит отработка. Здесь, собственно говоря, все очень, ну, не знаю, просто или нет, но во всяком случае понятно. А что там понятно? Если человек поступает в ординатуру, то тогда с 1 марта следующего года наступает порядок, согласно которому после ординатуры, если человек учится на бесплатной форме обучения, на бюджетной форме обучения, он должен будет отработать определенное время врачом, да? Причем там, куда его направят. И в разных местах этот срок выглядит по-разному. В сельской местности он будет короче, в городах побольше, подлиннее, но это выбор человека. Этот человек хочет, подписывать договор о бюджетном обучении, и тогда возникают у него обязанности отработать то, что он получил образование на безвозмездной бюджетной основе. Если человек не хочет этого делать, он может не подписывать договор, и тогда он может учиться на
платной основе. Кстати говоря, в этом случае молодой человек может получить образовательный кредит и отдавать его потом, после получения образования, в ходе трудовой деятельности. Что касается студентов, так, медиков, то здесь речь не идет об обязательной отработке, обязательном направлении в какой-то конкретный город или какую-то местность по направлению. Нет, речь идет только о том, что человек, который закончил или заканчивает медицинское образование, должен отработать по специальности, то есть в медицинском учреждении, в котором действуют правила ОМС. Просто отработать по специальности. Неважно где. Но мне кажется, что это требование вряд ли можно назвать избыточным. Ну а что касается семьи и заведения детей, это всегда выбор каждого конкретного человека. Нужно оценить все свои возможности и принять это решение. Но, как я вот уже говорил, не получение дополнительного образования, не начало карьеры, выход на уровень получения какого-то такого значимого дохода, на мой взгляд, не могут быть основанием для того, чтобы откладывать и вступление в брак, и завести ребенка. И тут важное уточнение – это именно аттестация на звание доктора. Ну да, значит, человек заканчивает вуз, его никуда не отправляют, куда-то в дальние там, города или поселки или деревни. Он просто должен отработать по специальности в учреждении, в котором действует система ОМС. Вот и все. Но мы же помним, в советское время всех в обязательном порядке отправляют туда, куда государство считало нужным. Этого нет сейчас. И даже вот те предложения, те решения, которые приняты, они носят такой мягкий, почти рекомендательный характер. Но, наверное, будет лучше, если мы подойдем к ситуации, когда и этого будет не нужно делать. И, безусловно, здесь вот девушка задавала вопрос, она права, нужно что делать? Нужно улучшать условия жизни, решать жилищные вопросы. Но в целом государство старается идти, конечно, по этому пути. Это касается и такой формы поддержки, как сельский фельдшер там, и так далее, сельский учитель. Вот эту линейку инструментов поддержки, конечно, будем продолжать и совершенствовать. Ну а студенты педагогических вузов тоже интересуются. Их тоже затем будет касаться обязательной отработки? Всех напугали этим решением. На студентах педагогических вузов это пока не распространяется. Но я думаю, пока нет такой необходимости. Дмитрий Сергеевич, отдаем слово. Давайте работаем залом. Вот я вижу Евгения Поддубного, тоже герой России, наш военкор. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вопрос, который, как мне кажется, волнует действительно очень многих. И в тех наших регионах, где действительно очень много проблем, это фронтовые регионы. Я имею в виду Донбасс в первую очередь. И там очень остро стоит проблема водоснабжения. Проблема, которая обсуждается много лет у нас. И сейчас ситуация такова, что не только в Донецке, но и в других городах Донбасса, в Горловке, в Киевке, Дебальцево, да почти во всех городах, на самом деле, Донбасса, вода в дома подается нерегулярно, раз в 2-4 дня. Вода низкого качества. Те люди, которые живут на этажах выше 6-го, выше 5-го, вообще воду могут не увидеть, потому что нет просто напора. И
собственно говоря, эта водная блокада, она рукотворная, мы это знаем. Основная причина – это действие нашего противника, но жители уже много лет, жители Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики живут с этой проблемой. Вот долго будут жить с ней, и мы пока не можем, в принципе, ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Женя, извините. Вы знаете, откуда берется эта проблема. Основные водозаборы, там система водоснабжения основная, она находится за Славянском или за Славянском, на территории, которая, к сожалению, до сих пор контролируется противником. И она кардинально может быть решена в старой системе отсчета, когда эта территория будет находиться под контролем наших вооруженных сил. Но не только. Есть возможности, и вы знаете об этом наверняка, строительство водоводов, поиска воды на подконтрольных нам территориях, бурение и так далее. Один водовод построен, есть возможность, сейчас рассматривается вопрос строительства еще одного водовода. Одна из ключевых проблем, которая досталась из прошлого, это водопотери, потому что потери воды в действующих трубопроводных системах до недавнего времени составляли 68%. Сейчас они уменьшились, но все равно это процентов 50. Я обсуждал, безусловно, эти вопросы и с членами правительства, и с руководством региона. Но оказалось, что закрывать вопросы, связанные с водными потерями, это означает привести в нормативное состояние всю трубопроводную систему, которой не уделяли внимания десятилетиями. Там все развалилось. Все развалилось, понимаете? И для того, чтобы привести в нормативное состояние эту систему, свести к минимуму, к нулю водопотери, денег нужно истратить столько же, как мне, вот во всяком случае, докладывают, сколько стоит сооружение, строительство еще одного водовода. Но я хочу, чтобы нас услышали. Мы знаем проблему. Она остро является для людей. И мы будем делать все для того, чтобы решать ее и решить как можно быстрее. Спасибо. Еще вопрос. Я вижу BBC, Великобритания. Да? Задайте ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое. Стив Розенберг, BBC News. У меня вопрос я вас не вижу. о будущем. Прямо. Да, отлично. Пожалуйста. Ага. Если решили, что я вас не вижу, то надо отобрать микрофон. Молодец. Стив Розенберг, BBC News. Вопрос о будущем России. Какое будущее вы планируете, вы строите для своей страны и для своего рода? В этом будущем будет ли, вот как сейчас, караться законом любое публичное несогласие с официальной линией? Будет ли усиливаться еще поиск врагов и внешних, и внутренних? И в этом будущем будет ли все чаще отключаться мобильный интернет по стране? Будут ли еще новые специальные военные операции? Или Россия пойдет по другому пути? Вот я помню, вы говорили когда-то, что будущее наше в наших руках, то есть в руках всех. Но практически вся власть в России в ваших руках. Значит, в большой степени и будущее тоже. Так каким оно будет, что впереди, продолжение того, что сейчас видим? Спасибо. Значит, смотрите, каково будет будущее России? Будут ли караться, как вы сказали, законом действия или люди, которые не согласны с действиями властей? Вы имеете, видимо, в виду наш известный закон, который постоянно подвергается критике, об иноагентах.
Уважаемый коллега, я хочу обратить ваше внимание, что это не наше изобретение. Этот закон был принят в целом ряде западных государств, в Соединенных Штатах еще в 30-е годы прошлого века. И эти все законы, в том числе и закон Соединенных Штатов, являются гораздо более жестким. Там предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы за деятельность в политической сфере при финансировании из-за рубежа. У нас нет ничего подобного. Наш закон требует только одно – заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, заявить об источниках финансирования. У нас нет репрессий и уголовного преследования. Более того, если люди прекращают заниматься либо политической деятельностью, либо отказываются от внешних источников финансирования своей политической деятельности, они выводятся из этих списков. И таких примеров немало. Тут же еще вопрос, что будет дальше с BBC. Там многомиллиардный иск от президента США к BBC. Ну, это их семейные дела, пускай они там сами и разбираются. Я не хочу там, знаете, сыпать вам соль на раны. Не хочу касаться этой темы. Хотя это, конечно, проблема есть. Значит, недостоверного освещения информации и подтасовок. Но это очевидно. Я думаю, что президент Трамп прав. Вот. Но неважно. Значит, будут ли, вы сказали, новые специальные военные операции? Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением. Будете соблюдать наши интересы, так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток. Сказали, что не будет движения НАТО на восток ни на 1 дюйм. Это прямая речь, цитата. Ну и что? Как у нас в народе говорят, кинули. Просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности. Вы создали, не вы лично, конечно, западные политические деятели создали сегодняшнюю ситуацию своими руками. И продолжают нагнетать обстановку. Постоянно говорят о том, что они готовятся к войне с Россией. Но вы живете у нас, насколько я знаю, не 1 год. Но вы же вы понимаете. Я думаю, что и те, кто говорит о войне с Россией, тоже понимают. Ну что, мы собираемся нападать на Европу, что ли? Ну что это за чушь? Значит, делается это, исходя из внутриполитических соображений. Делается это для того, чтобы создать образ врага. Вот там создают образ врага, в данном случае из России. Для того, чтобы прикрыть ошибки, которые системно совершались многими западными правительствами на протяжении ряда лет и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. Где эта зеленая повестка дня, когда вновь открываются угольные предприятия? Закрывали атомные электростанции, теперь к ним возвращаются. Это ошибка на ошибке. И все стараются прикрыть теперь злобной России. Отвлекают внимание своего населения от своих собственных ошибок на внешний контур. По сути, и ваши вопросы, это, в принципе, это попытки такого же рода. Вы сказали, что вся власть в моих руках. Да, есть власть, которая находится в руках президента Российской Федерации. И контуры этой власти четко обозначены и прописаны в Конституции Российской Федерации, в основном законе нашей страны. И, скажем, когда принимаются решения на законодательном уровне, да, я так же, как и в любой стране подписываю эти законы. Но я уже сейчас не боюсь сказать, в каком процентном отношении, но значительная часть этих законов инициируется депутатами Государственной Думы либо представителями Верхней Палаты Российского парламента, Советом Федерации. Это все факты. Да, конечно, у президента России большие полномочия.
Но полагаю, что в нашей стране президентская форма правления сегодня является обоснованной. Но закончить я хочу другим. Мы готовы с вами работать. И с Великобританией, и с Европой в целом, и с Соединенными Штатами. Но на равных. При уважительном отношении друг к другу. Кстати говоря, если в конце концов на это выйдем, то выиграют от этого все. Я уже вспоминал один из разговоров, на котором я присутствовал, когда высказывался бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Коль, который сказал, это было в 1993 году еще, сказал, что будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией. Мы естественным образом дополняем друг друга. Мы будем работать друг с другом, так, и будем развиваться. Если этого не произойдет, Европа постепенно будет исчезать. Вот смотрите, Россия до сих пор, несмотря на то, что в ходе борьбы с инфляцией у нас снизились показатели темпа экономического роста до 1%, но все-таки мы занимаем 4-е место в мире по паритету покупательной способности. 4-е. После Китая, Соединенных Штатов и Индии. Дальше идет Россия. Обращаю на это ваше внимание. За нами Япония и Федеративная Республика Германия. Великобритания, которую вы представляете, занимает сегодня, к сожалению, только 7-е, 8-е или 9-е место. 7-е, 8-е, по-моему. А вот если бы мы объединяли наши усилия с европейскими странами, Россия и европейские страны, наш совокупный ВВП по паритету покупательной способности был бы больше, чем США. Ясно, что это, так, все теоретически, но совершенно очевидным является факт того, что, объединяя и дополняя наши возможности, мы бы процветали, а не воевали друг с другом, как это делаете вы в отношении России. Не мы же с вами воюем, а вы воюете с нами руками украинских националистов. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами. Но вообще, Стив, мы ведь, я думаю, аудитория со мной согласится, за последние годы столько увидели заявлений, столько увидели действий со стороны европейских политиков, которые попросту не укладываются в голове. Вот на ваш взгляд, почему такая просто оголтелая поддержка киевского режима просто-таки во всем? Уже никакие права человека не интересуют, ни про какие европейские ценности никто не думает. Просто оголтелая поддержка и даже, судя по всему, готовы пойти на конфликт с президентом США. Почему такая политика проводится, такая, как вы сказали, оголтелая? Я только что пытался это объяснить в ответ на вопрос вашего коллеги из BBC. Потому что этим стараются прикрыть свои ошибки в области и внешней политики, и экономики, и финансов, и так далее. Вот этим, я считаю, что этим. Первое, второе, залезли, так сказать, в колею, как у нас говорят вот по поводу дорог и бездорожья. В колею зашли, и влево-вправо уже трудно повернуть. Что касается конфликтов с президентом Соединенных Штатов, здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного. Чего здесь удивительно? Для меня все ясно. Я думаю, что для любого наблюдателя, даже не специалиста, все понятно.
европейские политические элиты поддерживали демократическую партию, госпожу Харрис, на выборах президента Соединенных Штатов. Делали это достаточно прямолинейно, если не сказать нагло. Вот когда-то обвиняли Трампа в том, что Россия там вмешивалась в выборы. Ничего не подтвердилось, все расследования в Конгрессе привели к нулю. Никакого сотрудничества, никакого вмешательства в России не было. А вот политические элиты Европы вмешивались, причем впрямую вмешивались. Это было совершенно очевидно, заметно и неприкрыто. Они и сейчас, мне кажется, рассчитывают на то, что после промежуточных выборов в Конгресс США осенью следующего года политический ландшафт несколько изменится, и у них появятся их традиционные союзники, и они смогут оказывать большее давление на президента Трампа. Поэтому и ведут себя так в ожидании изменений политического поля в США в преддверии выборов в Конгресс. Вот и все. Но что касается отдельных деятелей, то они действительно ведут себя достаточно агрессивно. И мне кажется, даже и не очень профессионально. Давайте вернемся к событиям в нашей стране. Да, но вот по поводу таких всяких агрессивных заявлений. Вы знаете, я смотрю на них и тоже удивляюсь. Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО, господином Рютте. Да? Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, мы общались. Умный человек. Вот я знаю. Умный, системный и эффективный премьер-министр был. Эффективный. Экономика Нидерландов находится в хорошем состоянии. Это часть его заслуги. Но чего он несет? Мне так хочется спросить, слушай, чего ты говоришь про войну с Россией? Готовиться нужно к войне с Россией. Они хотят готовиться к войне с Россией. Читать ты умеешь? Почитай новую стратегию национальной безопасности США. Что там написано? США, обращаю внимание, ключевой игрок НАТО. США – создатель НАТО, главный спонсор НАТО. Все основные средства поступают от США. И деньги, и технологии военные, и вооружение, и боеприпасы. Все оттуда. Это основа. В новой стратегии безопасности, национальной безопасности НАТО Россия не указывается в качестве врага, в качестве цели, а генеральный секретарь НАТО готовится с нами к войне. Это что такое? Читать-то умеете? Как это вы НАТО нацеливаете на войну с Россией, если главная страна НАТО нас противником и врагом не считает? Это просто, не знаю, даже уровень профессиональной подготовки на этом месте является недостаточным. Надо внимательно относиться к своим обязанностям, посматривать по сторонам. Это касается не только генсекретаря, но и многих других западных лидеров. Владимир Владимирович, мы работаем в прямом эфире уже почти 3 часа, и у нас 3 миллиона обращений, коллеги. Вы хотите все 3 миллиона проработать? Мы стремимся к этому. И вот огромное количество касается жилищного вопроса, в общем, традиционные для итогов года. Пожалуйста. Пишут с просьбами о расширении возможности использования семейной ипотеки на вторичное жилье. Напомню, что в нашей стране такая программа уже действует. Семейная ипотека, но на вторичное жилье. Да. Такая программа действительно есть, распространяется на почти 900 городов, но есть ограничения, и они критичны для молодых семей, многодетных семей. То есть им приходится переезжать куда-то, где новостройки есть. Во многих селах их попросту нет. Предлагаю посмотреть видеообращение Ерастовой Екатерины Сергеевны из Томской области.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Обращается к вам многодетная семья из города Стрежевой. У нас 3 детей. Мы бы хотели воспользоваться программой «Семейная ипотека». Но в нашем городе нет новостроек и не строятся новые дома. Те дома, которые у нас построены, с квартирами, которые нам подходят, старше 20 лет. Поэтому мы бы хотели попросить, чтобы вы расширили семейную ипотеку для таких семей, как мы, и для таких городов, как наш. Спасибо большое. Ну, в вашем городе нет такого решения? У нас прямая связь? Нет, это запись. Да. Это город Стрежевой, Томская область. Ну, как называется город? Стрежевой. Стрежевой. Город Нефтяников. Стрежевой. Как область? Томская. Томская область. Вот смотрите, это решение, о нас слышат, да? Я думаю, что он обязательно смотрит эфир, Екатерина, Да. я уверена. Значит, такое решение принято, и там, в таких регионах, где не строится новое жилье или строится очень мало этого жилья, разрешено использовать семейную ипотеку для приобретения жилья с вторичного рынка. Конечно, здесь возникает ряд вопросов и ряд проблем, связанных с тем, что все зависит от качества строения, от качества дома, где приобретается жилье. Потому что пока выплачивается ипотека, само жилье может прийти в негодность. Надо всегда очень внимательно относиться к выбору того объекта, который вы приобретаете. Но вот здесь было сказано почти 900, 800 с лишним городов, 880, по-моему, значит, действительно уже включены в этот список. Если ваш город не включен в этот список, мы это сделаем. Но при этом, просто пользуясь этим вопросом, хочу сказать, я вчера еще обсуждал с некоторыми коллегами из правительства, которые занимаются и вопросами жилищного строительства, и вопросами поддержки семей с детьми. И вот что в очередной раз для себя усвоил. Конечно, меры подобного рода, когда они принимались, были направлены и на поддержку семьи, и на поддержку строительного сектора. Почему так сложно шло принятие решения, связанного с тем, что можно покупать со вторичного рынка? То есть с первичного рынка, понятно, значит, ипотека семейная работает, она наполняет жизнью строительный сектор, но даже в этом случае, даже там и тогда, где и когда разрешено приобретать жилье со вторичного рынка, все равно еще есть целый ряд вопросов, связанных с тем, чтобы эта мера поддержки была направлена не только и не столько в данном случае на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей. Вопросов там много, и правительство будет этим заниматься. Что касается вашего города, если он не включен в этот список, то мы это сделаем. В прошлые годы, мы все помним, постоянно на прямых линиях поднималась проблема обманутых дольщиков. И вот чтобы эти обманы пресечь, в итоге был введен механизм эскроу-счетов. То есть застройщик получает деньги от человека с банковского счета только тогда, когда дом построен и сдан. Но вот теперь выяснилось удивительное. Многочисленные случаи, когда застройщики деньги с этих счетов уже получают, но ключи от квартир людям не выдают. Вот лишь одно из видеообращений по этому поводу. Добрый день. Мной была приобретена квартира в Ленинградской области, город Всеволожск. Но квартиру я так и не получила, потому что застройщик постоянно переносит сроки. Изначальный срок был 30 сентября 2025 года. Но в июле месяце я получаю уведомление о том, что сроки сдачи моего дома переносятся на декабрь 2025 года из-за технических проблем присоединения. При этом далее, 21 августа у меня происходит раскрытие эскроу счета, списание денег, а вечером этого же дня приходит уведомление о том, что мой дом достроен и он разрешен на ввод в эксплуатацию. На данный момент я обладаю такой информацией, что в доме до сих пор нет отопления, и там всегда горит только одно окно, соответственно, работы не факт, что ведутся. И 30 октября я получаю уведомление о том, что сроки сдачи моего жилья переносятся на апрель месяц. Прошу разобраться в данной ситуации, ведь я считаю, что это мошенничество. Квартиры нет и денег тоже.
И вот еще одна важная деталь. Один из немногих способов для покупателя жилья повлиять на застройщика – это потребовать с него выплаты неустойки. Но вот тоже выясняется интересно. Еще со времен пандемии застройщики, оказывается, защищены от взыскания таких неустоек мораторием. Его вводили во время ковида для того, чтобы поддержать строительную отрасль. И с тех пор этот мораторий несколько раз продлевали. Люди, соответственно, интересуются, опять продлят? Да, эта проблема известна. И действительно, это такое решение об этом моратории с целью поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции принималось. Он действует, этот мораторий, на штрафы до конца года. Полагаю, достаточно. И попрошу правительства мораториев подобного, ну, этих, во всяком случае, мораториев не продлевать. Ключи должны выдаваться вовремя. Там есть вопросы и проблемы, которыми объясняют задержку с выдачей ключей. Связано вчера тоже об этом говорили с коллегами, то по некоторым договорам там и мебель должна стоять. Вот мебели нет, того нет. В данном случае вот женщина говорит про проблемы присоединения, я так понимаю, к сетям, еще какие-то проблемы. Но историю с мораторием на штрафы надо заканчивать. И прошу правительства это прекратить. В целом нужно, безусловно, наладить системную работу, связанную с выполнением застройщиками своих обязательств. Мы в свое время принимали и решения по искровым счетам для того, чтобы защитить интересы граждан. И нужно к этому вернуться. Вернемся и сделаем это. Еще одна тема, на которую мы обратили внимание, тот же самый долгострой, только в отношении спортивных объектов. Такие обращения тоже есть. То есть почти все готово, но никак не открывают. Вот жители города Абаза в Хакасии говорят, что недостроена ледовая арена. Пишут, что родители детей, чтобы процесс ускорить, помогали каким-то образом своими силами рыть котлован, но теперь стройка заморожена. В поселке Джабык Челябинской области возвели стены и крышу физкультурно-оздоровительного комплекса, но строительство встало. Здесь многого не скажешь. Вы знаете, мы на протяжении ряда лет, когда идет работа в правительстве напряженная по балансированию бюджета, а это сложная работа, все время говорим об одном и том же. Надо, говорим мы, если не закончены какие-то объекты, да, то нельзя начинать новые, нельзя начинать другие объекты. Надо заканчивать то, что начато строительством, и не замораживать это. Та же самая история. Вы дайте мне, пожалуйста, передайте, пожалуйста, эти данные, мы с этим поразбираемся. Ладно? Вот там невозможно не обратить внимание на плакатик «Хочу жениться». Сейчас что-нибудь другое скажется. Владимир Владимирович, здравствуйте. Кирилл Бажанов, областное телевидение, 4 канал, город Екатеринбург. Да, но вы уже одеты так, что приготовились к самому акту бракосочетания. Да, действительно. И вот то, что написано на этом плакате не просто так. Я знаю, что моя девушка смотрит сейчас прямую линию. Олечка, выходи за меня замуж. Ну и поскольку все это случилось здесь, Владимир Владимирович, очень будем рады видеть вас на свадьбе. Ну и теперь к вопросу. Все-таки вот этот плакат, он здесь не просто так. Я не буду спрашивать ни про ЖКХ, ни про что-то другое. Я тоже спрошу про меры поддержки молодых семей. Я сам уже с моей невестой 8 лет вместе, а родился я в семье священника. И мы оба очень хотим детей, но чисто физически вот я понимаю, что позволить себе этого не могу. Потому что если, например, сейчас мне взять, оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Екатеринбурге, то я буду 30 лет платить по 50 тысяч рублей. Владимир Владимирович, есть ли, может быть, какая-то возможность помочь и поддержать молодежь, чтобы вот эти деньги, они уходили не банкам, а были вложены в наше будущее, то есть в наших детей. И я, как
молодой человек, которому 23 года, ну, точно говорю, это будет самый главный стимул повысить демографию. Спасибо большое. Да. Вы обращаете внимание на то, что вы со своей невестой уже 8 лет, а вам 23 года. Значит, вы с 15 лет начали? Молодец, хорошо. Вот на Кавказе, у народов Кавказа есть очень хорошая такая традиция. Они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. И это реально правильно. Вот, надо бы брать с них пример. Вот, почему знаю, у Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходит замуж и женится довольно в раннем возрасте. Вот он мне сказал, у нас, говорит, традиция такая в целом на Кавказе, это очень здорово. Вот. А в вашем случае я уже говорил, что целая система создана поддержки семей с детьми, и это касается и студенческих семей и так далее. Я сейчас весь этот набор перечислять не буду, просто мы займем очень много времени. Но об этом тоже было сказано. Ждать бесконечно улучшения материального положения, получения образования и прочее. Но это можно бесконечно, но лучше не откладывать рождение ребенка. Это часть нашей жизни, и мы должны идти по этой жизни так, как есть. Продолжение рода, это, тем более вы наверняка человек верующий, да, это может быть, божественная миссия человека. И поэтому мы, конечно, будем продолжать эти меры поддержки. И вот, несмотря на определенную напряженность, связанную там, с необходимостью балансировки бюджета, мы все-таки сохранили и ипотеку. Но, вы знаете, если есть места, да, где эта ипотека не 6%, а 2%, можно взять ипотеку там с милым и рай в шалаше, поэтому это будет не шалаш, это будет уже квартира, но в тех местах, где процент по ипотеке составляет всего 2%, а не 6%. Ну, надо посмотреть на все меры поддержки молодых семей. Можно, мне кажется, можно решать все вопросы. У вас ваша избранница чем занимается? Она учится на 3-м курсе психфака МГУ, а я заканчиваю в этом году журфак РУФУ. Ну вот видите, я уже сказал, что есть целая мера поддержки и студенческих семей. Посмотрите, из чего она состоит. Но мы все равно, я согласен с вами в том, что когда человек молодой думает, а вот нужно это купить, и вот жить где-то как-то, проблем много. Но лучше не откладывать решение таких фундаментальных вопросов, как создание семьи и заведение ребенка. Давайте вот тот сектор, вот я вижу звезда. Можно звезда, Владимир Ильич? Ну, пожалуйста. Давайте. Добрый день, телеканал «Звезда», Каковешников Константин. Ну вот вы уже говорили о попытках разрушить российскую экономику, но я не могу не спросить про удары украинскими беспилотниками, безэкипажными катерами, и вот в каком ключе. Вот складывается впечатление, что кроме объектов критически важной инфраструктуры, внутри страны пытаются нанести удары по российскому экспорту, имея в виду поставки российских энергоносителей за рубеж. Вот некоторые главы государств уже выразили свою обеспокоенность, в частности, Реджеп Эрдоган. Вот со мной девушка рядом сидит, она с Ростова-на-Дону, и я, конечно, не могу не вспомнить, что вот буквально позавчера в результате удара по гражданскому судну в ростовском порту погибло 2 члена экипажа. А до этого целью украинского режима становились 4 танкера в Черном море. Вот будет ли на это ответ России? Если да, то какой? И каким мог бы быть возможный ответ России в случае возможной блокады Калининградской области, если, конечно, такой вопрос кому-то придет в Европе в голову? Ну, начнем с завершающей части. Надеюсь, что этого не случится. Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет.
что действия подобного рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта. Это все должны отдавать себе в этом отчет. Что касается ударов по нашей гражданской инфраструктуре, то в ответ на это вы, как представитель военного средства массовой информации, вы знаете, наши войска регулярно отвечают именно на это, нанося ответные удары, которые по своей силе, мощи и точности просто несопоставимы с тем, что делает киевский режим. Но все, что наносит ущерб гражданской инфраструктуре, некомбатантам, людям, которые не имеют отношения к боевым действиям, это, конечно, достойно самого острого осуждения. Ответ с нашей стороны будет всегда. Вот приходят прямо сейчас новости, что атакован еще один наш танкер в Средиземном море. Да, делается это в том числе утилитарная цель, на самом деле. Повысить страховые взносы. Это не приведет к ожидаемому результату, в конце концов. Не нарушит никаких поставок, в конце концов. Так? А только создаст дополнительную угрозу. Ответа с нашей стороны последует обязательно. Башкирия, ну давайте. Добрый день, Владимир Владимирович. Спасибо большое вам за возможность задать вопрос. Позвольте, во-первых, передать вам пламенный привет от жителей всей моей республики. Спасибо. Павел, вам в том числе, от Родины. Поблагодарить вас за внимание, которое вы оказываете нашему региону. И мой вопрос отчасти касается этого тоже. Сейчас в Таджикистане создается российско-таджикистанский индустриальный парк. И оператором этого проекта со стороны России выступает Башкирия. Так вот, мой вопрос, в каких еще дружественных странах, возможно, будут создаваться подобные площадки и где еще может пригодиться опыт моего Башкортостана? Спасибо. Ну, мы уже несколько лет занимаемся созданием примерно подобной структуры в Египте, в зоне Нила. И там очень хорошая площадка. Наше правительство, Министерство промышленности и коллеги, наши друзья в Египте уделяют этому тоже значительное внимание. Это, на мой взгляд, должно привести к серьезным экономическим результатам как для России, так и для Египта. И подобные же проекты мы рассматриваем в ряде других государств-партнеров. И, безусловно, ваш опыт будет использован. Я, честно говоря, не знаю, в каком состоянии сейчас этот проект по созданию технологического парка в Таджикистане, но уверен, просто не сомневаюсь, что Башкортостан с его развитой технологической базой, промышленной базой, сыграет нужную роль и добьется всех целей, которые перед собой ставят. Прошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать. Спасибо вам большое. Владимир Ильич. Слово зала? У меня огромная просьба. Если мы начнем шуметь со всех сторон, то мы прекратим. Потому что невозможно будет функционировать и коммуницировать друг с другом. Ладно? Да. Кокошник. Ну давай, что это за кокошник? Кокошник девочки носят обычно, да? Да, здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, коллеги. Волнуюсь, конечно, очень ждала, что у меня получится задать вам вопрос. Просто здесь молодой человек с надписью «Кокошник». Но поскольку вы в кокошник и вы встали, пожалуйста. Девочкам дорогу, как говорится. Да. Владимир Владимирович, мой вопрос, он немножко продолжает вопрос моего молодого 13-летнего коллеги, который сидит на первом ряду. Он был посвящен тому, что вы катаетесь по Москве без мигалок, без опознавательных
можно сказать, знаков. Скажите, пожалуйста, похорошела Москва? Как дороги? Стали ли они свободнее? Ведь строят здесь у нас в Москве огромное количество магистралей. Мы с вами открывали московский скоростной диаметр, мы запускали проспект Багратиона. Стало ли свободнее, по вашим ощущениям? Пробок меньше стало? Это первый вопрос. А второй, скажите, пожалуйста, что будет дальше с автомобилями? Мы будем пересаживаться на отечественный автопром, потому что мы повысили утилизационный сбор. Я вот, например, копила 5 лет на машину, хотела купить иномарку, 1 декабря пришла, иномарки мне след простыл, потому что стоит она очень дорого сейчас, буду копить еще 5-6 лет. Или все-таки выбирать, посоветуйте, выбирать отечественный автопром или нет? Вы за рулем Лады сидели, а может быть, москвич? Вы знаете, ну вот с этого начнем. Что касается утилизационного сбора, надо просто прямо, честно сказать, в чем дело. Это повышение утилизационного сбора, значит, повышение стоимости этих машин. Это речь идет о достаточно дорогих машинах мощностью 160, по-моему, лошадиных сил. И, безусловно, правительство это понимает, это затрагивает граждан, как минимум со средними, с хорошими относительно общего состояния дел с этими доходами граждан, в основном в крупных городах. И ясно, и надо, повторяю, прямо об этом сказать, связано это с попыткой Министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели – технологического развития. Но это косвенно, разумеется, поддерживает и отечественный автопром, потому что вот сейчас вы прямо об этом сказали. Это стало дороговато, не следует ли купить отечественную машину. Ну, конечно, я не могу вам не сказать, не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Потому было бы странно, если бы я сказал, покупайте иностранную машину. Но надеюсь, что и эта мера будет не вечной, и выбор у наших граждан все-таки будет восстанавливаться, будет более широким. Или по мере роста доходов, или по мере сокращения такой фискальной нагрузки. Вот, это вот было... Да, Москва. Ну что говорить, Москвой мы все гордимся. По праву у Сергея Собянина многое получается. Наверное, такой огромный комплекс, слушайте, 12 миллионов человек фактически, наверное, сейчас проживает, плюс 3 миллиона человек, постоянно находящихся в городе, людей, которые работают в Москве, приезжают, уезжают. 15 почти миллионов человек находятся в Москве ежедневно, но и вопросы транспортных развязок решаются на системной основе. Это касается и общественного транспорта, прежде всего метро, это касается дорожного строительства, строительства развязок, путепроводов. И у команды Собянина в целом решение этой задачи, получается решать эту задачу. Повторяю, наверное, проблем еще хватает. И когда я езжу по Москве, я сказал, что я езжу без кортежа, это не значит, что совсем уже без мигалок. Бывает и так, просто выключают водители, мы спокойненько едем в потоке. Конечно, в часы перед работой, после работы, конечно, поток очень сильный, особенно в центре Москвы. Поток очень сильный. И это говорит о том, что нельзя почивать на лаврах, сделано много, но надо постоянно уделять внимание этому вопросу. Владимир Владимирович, мы уже сегодня говорили о проблемах, которые касаются диабетиков. Из-за того, что не работает связь, действительно невозможно следить уровень сахара в крови через специальное приложение. Но есть и другой ракурс проблемы. Люди не могут получить льготные препараты.
об этом нам многие пишут, и проблема такая не только у диабетиков. Да, я видел такие же Да, это лишь вопросы. малая часть того, что просто отобрано. Здесь люди с самыми разными болезнями нам пишут. Те, кто страдает от онкологических заболеваний, почечной недостаточности, эпилепсии, гипертонической болезни, список далеко не полный. Я предлагаю посмотреть видеообращение. Дмитрий Владимирович Отставных, Свердловская область. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Отставных Дмитрий Владимирович. В городе Краснотуринск Свердловской области прекратилась выдача льготных лекарств, положенных гражданам после перенесенных заболеваний и операций. И это происходит ежегодно с ноября месяца. Поликлиники города объясняют, что закончилось финансирование. Как говорил многоуважаемый Виктор Степанович Черномырдин, никогда такого не бывало, и вот опять. Прошу вас помочь чиновникам Свердловской области найти потерянные финансы и обеспечить жителей города льготными лекарствами, так необходимыми гражданам. Спасибо. Вы знаете, Дмитрий Владимирович, не скрою, таких обращений действительно много, и я их читал вчера, позавчера, и перед тем, как прийти сюда, поговорил с соответствующими сотрудниками, ответственными сотрудниками министерства, правительства. Они заверили меня в том, что все, что касается федерального уровня ответственности системы ОМС, все средства в регионы направлены. Нет ни одного случая задержки. Вопрос, о который вы задаете, и вот повторяю, те, которые я читал в обращениях, мне вот Дмитрий Сергеевич Песков передал вот такую пачку, заключается в должной организации этой работы на местах в регионах Российской Федерации, в логистике, в своевременном принятии решений по заключению контрактов, по распределению этих лекарств в аптечной сети и так далее. В аптечной сети, наверное, правильно сказать, да, и так далее. Вот, ну, обязательно, я вам обещаю, обратим внимание на то, что у вас происходит, и надеюсь, что эта проблема будет решена. Но в целом, вот и в бумагах, которые я читал, там есть еще озабоченность тем, что закрываются государственные аптеки. Вот, и в этой связи исчезают как бы льготные лекарства. Но хочу обратить внимание вот, коллег в регионах и сказать, что даже в частных аптеках льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам. Вот это важно. И за этим нужно будет как следует последить соответствующим контрольным органам Министерства здравоохранения, да, и другим контрольным организациям. Кроме того, нужно больше уделять внимание развитию сети, аптечной сети и путем внедрения так называемых передвижных аптек. Во многих регионах это делается, эта практика все шире и шире применяется, используется, и используется хорошо. В ФАПах можно продавать соответствующие лекарства, и это тоже решает отчасти хотя бы проблему. И конечно, вот мы с коллегами говорили, можно развивать это направление деятельности и в системе Почты России. То есть, как решать эту проблему? В целом понятно, нужно только наладить эту работу. Это будем делать обязательно, а в вашем случае точно решим. И, надеюсь, быстро. Так. Давайте дальше продолжим с залом. Ну, у нас вот... Вот давайте так, выглядит красиво, написано СССР, а дальше ТФ-1. То есть сначала табличка СССР, да, вот он, а потом ТФ-1. Вот, да, коллега встал уже. Пожалуйста, прошу вас. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Сейчас, можно я вам сначала подарок, а потом пару вопросов?
Вы знаете, вы объясните, что это, мы потом заберем у вас. Да, Спасибо. хорошо, потом. Спасибо. Эта книга называется «Сердце Азии», который здесь 126 русских поэтов восхваляли Персию и Таджикистан. Вот, и здесь есть надпись на ваше имя. Вот, и здесь, начиная от самого Жуковского 1743 года и до нашего времени, мы собрали антологию лучших поэтов, русских поэтов, которые восхвалили Персию, Таджикистан. Здесь в основном Таджикистан. Это я вам дарю. Вы очень любите это. И, спасибо большое. У меня вопрос такой. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вы очень цените поэзию Омара Хайяма. Да, и мы являемся потомками таджики, персии, это афганцы. Да. Вот вы не могли бы попросить у президента России, чтобы воздвинули какой-нибудь памятник в честь этого великого ученого или создать центр Омара Хайяма? Спасибо. Да, это хорошая идея. Мы обязательно подумаем. Спасибо большое. Спасибо за, как говорят в таких случаях, за наводку. Обязательно подумаем. Это правда. Да, я просил там ТФ1. И теперь французские коллеги, да, ТФ1, пожалуйста. Пожалуйста. Jérôme Garraud for TF1 French TV. Французское телевидение. Господин президент, Лорен Мелантье, один из моих соотечественников, 3 года был за административное нарушение, был посажен на 3 года. Сейчас поднимается вопрос о его шпионаже, что ухудшает ситуацию. Повторите еще раз. Кто был посажен на 3 года? Laurent Vinatier, Frenchman. Лоран Винантье. А кто это такой? Я первый раз слышу. Кто это? All right. He was a researcher in Он был Russia. исследователем в России. Он не был зарегистрирован как иностранный агент. Его посадили на 3 года за административное нарушение. Его родители, его дети очень волнуются. Мы знаем, что сейчас очень большая напряженность между Россией и Францией, но приближается Новый год. Может его семья надеяться на то, что он может быть обменен или на помилование от президента? Да. Спасибо. Вы знаете, я об этом случае ничего не знаю. Первый раз слышу, но я вам обещаю, что я обязательно узнаю, что это такое. И если есть хоть какой-то шанс решить этот вопрос положительно, если российский закон позволяет это сделать, мы предпримем все необходимые усилия, чтобы это сделать. Ну, я просто не могу сейчас ничего конкретного сказать, потому что ничего об этом не знаю. Но узнаю обязательно, я вам обещаю. Владимир Ильич, если не против, продолжим. Вот я вижу, с экраном телефона сидит человек, вот скромно сидит. Представьтесь только. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Валентин Петухов. Я российский техноблогер. Уже 15 лет рассказываю своей аудитории о сервисах, технологиях, как российских, так и иностранных. И представляю достаточно большое количество людей, потому что на мои соцсети подписано несколько миллионов человек. А сейчас идет большая работа по импортозамещению и строительству так называемого технологического суверенитета. И, наверное, одним из самых значимых и обсуждаемых событий в этом году был национальный мессенджер Max. Но при этом мы знаем, что есть огромное количество на рынке мессенджеров, которые люди и так уже используют. И поэтому вопрос мой звучит следующим образом. Неужели создание национального мессенджера было действительно таким важным и необходимым событием? И сможет ли Max достойно конкурировать с уже существующими мессенджерами? И как вы относитесь, наверное, к такой конкуренции? И я чисто по-блогерски хотел попросить вас подписаться на мой канал в Максе про технологии, но понимаю, что вы и так разбираетесь в этом вопросе, поэтому, слушая коллег, вспомнил о том, что у меня сегодня у папы день рождения, 19 декабря.
хочу его поздравить и всех россиян, потому что, пользуясь нейросетями, я выяснил, что несколько сотен тысяч российских граждан сегодня тоже отмечают день рождения. Спасибо. Ну, и мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям, вашего папы. Что касается Макса и конкуренции, конкуренция всегда нужна. И я уверен, что конкуренция будет. В отношении Телеграма там, и других мессенджеров проблема только в одном – в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, там, по скоростям и так далее. Ну, вы все это знаете. Уверен, что и у Макса будут конкуренты. Нужно ли было это делать или нет? Конечно, да, конечно, нужно. Обращаю ваше внимание, что у нас, в принципе, все инструменты цифровой сферы были, кроме мессенджера. И теперь можно с уверенностью сказать, и это очень важно, что Россия добилась полного цифрового суверенитета. Россия одна из 3 стран, которая обладает этим цифровым суверенитетом. Это Соединенные Штаты, Китайская Народная Республика и теперь Россия. И кроме этого, есть ряд услуг, которые мы можем оказывать нашим гражданам через национальную систему МАКС. Таких услуг, которые раньше через иностранные системы мы оказывать не могли по целому ряду обстоятельств, в том числе и по соображениям безопасности. Поэтому это точно совершенно правильный шаг, но я с вами согласен в том, что конкуренция должна быть. Она будет. Через Макс пришло и много вопросов про здравоохранение. И, кстати, многие, мы тоже обратили на это внимание, тоже решались еще до прямой линии. Ну а всего через Макс пришло аж 500 000 вопросов, много видео вопросов, в том числе от детей и молодежи. Сейчас, извини. Вот мы в Ульяновске живем как будто в 19 веке, когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ. Но надо просто понять, я попрошу, пометить это, да, Дима, пометьте, надо понять, о чем речь. Это текстовое сообщение? Да. А вот теперь тоже надоели эти передачи про Украину. Полностью согласен, надо заканчивать. Может, будем решать свои проблемы и их освещать, но мы стараемся это делать. Давайте про свои вопросы, несколько видеопосланий от детей и молодежи. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Даниил, я сейчас нахожусь на международной ярмарке литературы в Москве. И здесь очень мало молодежи. По сравнению со старшим поколением ее практически нет. И я хотел бы узнать ваше мнение насчет тенденции сокращения чтения книг детьми и подростками. Молодежь в основном предпочитает вертикальные, быстрые видео. Как вы считаете, насколько это критично? Что нам с этим делать? И есть ли книга, которую, по вашему мнению, должен прочитать каждый россиянин? Спасибо. Ну, что могу сказать, что, к сожалению, сокращение чтения книг наблюдается практически во всем мире. Мы когда-то гордились тем, что СССР является самой читающей страной в мире. Так говорили об этом. Но и сейчас тоже у нас много читают. Но, к сожалению, как, повторяю, во всем мире, количество читающей публики сокращается. Что здесь и для этого нужно бы сделать? Конечно, прежде всего это зависит от школы, от семьи, от родителей. И, конечно, здесь нужно уделять больше внимания в этом смысле детям. Нужно выдерживать конкуренцию с современными средствами коммуникации, с планшетами там, и так далее.
Я имею в виду, чтобы родители выдерживали конкуренцию. Почему? Потому что нужно ярко, красиво, интересно и доступно доводить до детей ценность книги. Это непростая задача, но если подходить к этому творчески, то в целом этого можно добиться. И вы знаете, я уже тоже говорил один раз, хочу еще раз воспроизвести это и поделиться с вами. С батюшкой с одним разговаривал и спросил его, а вот люди, когда уходят из жизни, о чем чаще всего говорят? Вы знаете, ответ какой? Чаще всего жалеют о том, что мало внимания уделяли детям. Это я не хочу ничего персонифицировать, не буду ничего говорить, но здесь нет ничего конкретного, это не раскрытие тайны исповеди, да, но это и такой вот общий посыл. Это касается всего, воспитания, там, придания каких-то ценностных ориентиров. Кстати говоря, вот отвечая на вопрос молодого человека по поводу того, какую книжку прочитать. Ну, мировая литература, российская литература, классика, современная литература много дает таких предметов для обсуждения и очень полезных книг. Самое главное, чтобы книга формировала мировоззрение. Вот что. И, конкретную книжку мне называть сложно. Следующий вопрос текстовый. Позвольте, я прочитаю. Он тоже через Макс пришел от Гинетулиной Дианы. Со скольки до скольки вы работаете? Какие у вашей машины номера? Два вопроса. Я, честно говоря, даже не знаю, есть ли номера, никогда на это не смотрел. Столько лет, сажусь просто, поехал. Вот. А со скольки до скольки я работаю, знаете, я достаточно поздно заканчивал работу, и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно. Надо вовремя ложиться спать, надо быть в форме, и вот я всех призываю именно к такому режиму жизни и работы. Следующий вопрос от Васильевой Виктории. И, Владимир Владимирович, он не только к вам, но и к Павлу. К Павлу? Давайте посмотрим. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Виктория. Мне очень нравится формат передачи Павла Зарубина. Отсюда у меня к вам и предложение. Я закончу школу и институт. Паша уйдет на пенсию, и я его заменю. А вы, пожалуйста, никуда не уходите. Дождитесь меня, и я буду освещать вашу работу. Сейчас я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья и всегда принимать правильные решения. Наступают на пятки. Спасибо тебе большое. Я тоже поздравляю тебя с Новым годом, желаю тебе всего хорошего, успехов в школе, хороших друзей надежных рядом с тобой хочу тебе пожелать. Давай не будем Пашу выгонять на пенсию, он еще достаточно молодой человек. У меня другое предложение. Я попрошу Павла, и он не откажет, он возьмет тебя на стажировку. Он еще многого может сделать хорошего, на стажировку. Он еще молодой человек, повторяю. И когда я уже пойду на покой, а ты будешь проходить у него стажировку сейчас, это поможет тебе поступить на факультет журналистики. И вы потом с Пашей еще погоняете начальство разного рода, в том числе и на федеральном уровне. Сделаем обязательно. Но пока я еще не на пенсии, то продолжу задавать вопросы, если можно. Про то, что волнует всех нас все больше и больше. Вы в последнее время тоже не раз говорили про возможности, но и угрозы искусственного интеллекта. Что теперь можно просто любую задачу решить, нажав кнопочку. И вообще не думать головой. Вот еще одно видеопослание из мессенджера Макс. И каким может быть баланс между современными технологиями и задачей развития самостоятельного мышления у детей.
Будем благодарны вам за ответ и, используя эту возможность, приглашаем вас на открытие «Точки будущего» в Якутске 1 сентября 2026 года. Вопрос такой злободневный, непростой, имея в виду саму тему и саму проблему. Конечно, много информации и способы решения различных задач сейчас можно получать, используя возможности искусственного интеллекта. И действительно возникает опасность того, что дети, подростки, школьники, да и студенты не будут сами думать, искать решения, а достаточно просто, как вот Павел сказал, нажать кнопку и получить нужный ответ. Это сложная задача, она все будет усложняться организацией образовательного процесса и в школе, и в средних учебных заведениях, и в высшей школе. Нужно таким образом выстраивать, видимо, теперь образовательный процесс, чтобы все-таки основные вещи решались и отрабатывались непосредственно в учебных аудиториях. Чтобы задачи, которые стоят перед учеником, школьником, студентом, ставились прямо на месте в аудитории, и прямо на месте в аудитории они решались человеком конкретно, чтобы была необходимость включать мозги, работать, думать, и чтобы в конце концов это развитие современных технологий не привело к тому, что часть нашего населения, часть граждан, часть общества будет думающим, поскольку оно будет работать вот в этой парадигме, да, а другая пойдет по простому пути, так и будет уметь пользоваться техникой, нажимать правильные кнопки, но будет интеллектуально деградировать. Вот этого мы допустить не должны ни в коем случае. И это большая задача для системы образования. Ну и для семей тоже, конечно. Ну, пожалуй, добавить больше нечего. Дадим слово в зал. Давайте в зале много. Давайте, Спас, пожалуйста. Спас, пожалуйста. Вы простите, но это очень для нас важно. Спасибо вам, Ксения Аксенова, телеканал «Спас». Спасибо вам за признание международного движения сатанизма экстремистским. Но у нас по-прежнему доступны оккультные услуги, эзотерика, экстрасенсы, гадалки. Они в телешоу, они в соцсетях, они в книгах. И детские товары по Таро тоже сейчас на всех полках в магазинах. И в прошлом году граждане России потратили на оккультные услуги свыше 2,5 триллионов рублей. Конечно, телеканал «Спас» снял фильм «Бесы. Вся правда о экстрасенсах и колдунах», где мы рассказали очень много человеческих историй, на которых очень разрушительно повлиял вообще оккультный бизнес. И люди продолжают идти к колдунам. Скажите, пожалуйста, возможно ли ввести запрет на магические и оккультные рекламы, которые противоречат вашему указу 809 о сохранении традиционных наших традиций и вообще о решении Верховного суда о запрете международного сатанизма? Ну, что касается законодательных решений высших судебных инстанций, и Конституционного суда, и Верховного суда, это надо соблюдать всем. И, безусловно, я еще раз посмотрю на это и поручу соответствующим контрольным органам за этим самым внимательным образом наблюдать, следить и не допускать нарушений, принятых на законодательном или на высшем судебном уровне решений. Но здесь надо действовать, конечно, аккуратно. Я с вами полностью согласен. Сатанизм, там, оккультные услуги, всякие колдуны, тогда, бред просто вводит людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому. И с этим надо бороться. Надо только делать это аккуратно, с тем, чтобы не нарушать права человека, здесь, о которых тоже ваши коллеги говорили,
не перебирать с этими ограничениями. Но надо, безусловно, анализировать постоянно, что происходит в этой сфере, реагировать и своевременно принимать решения. Обязательно будем этим заниматься, в том числе и с вами, с представителями и средств массовой информации, такими как ваша, и с представителями наших традиционных религий, в том числе и, разумеется, с Русской Православной Церковью. Значит, с этим сектором мало работали. Я вижу вот авторадио такое. Что? Авторадио. Хорошо. Здравствуйте, Пожалуйста. Надежда Румянцева, Авторадио. Владимир Владимирович, у нас к вам вопрос. Принято считать, что поколение 90-х было потеряно для государства. А нынешнее поколение, чувствуете ли вы поддержку молодых? Вы знаете, я никак не могу согласиться, что поколение 90-х было потеряно для страны. Ведь это вечная проблема отцов и детей. Да? И известная книжка Тургенева «Отцы и дети» об этом ярко говорит. Но и в практике жизни всегда из поколения в поколение одно и то же. Вот при нас, вот мы, вот тогда, а вот сейчас не то. Послушайте, вот я после окончания университета сразу же начал служить в органах безопасности и достаточно быстро перешел в систему внешней разведки Советского Союза. Проверка людей, проверка их пригодности работы в службе разведки, особенно в нелегальной разведке, один из способов – это постановка человека в трудную, критическую ситуацию, опасную, в том числе для жизни. И вот в таких ситуациях человек и проявляется. Да, для старших поколений какие-то вещи, привычки молодых людей кажутся и нелепыми, и неуместными, но в критической ситуации человек проявляется. В нашей истории было так всегда. Вот сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. И в основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве. И что? Как они себя проявляют? Вот молодые люди, которые там, Наран Алексеевич, как они себя проявляют, вот ребята, с которыми вы служите, и служили, и служат сейчас под вашим руководством, под вашим командованием. Вот молодежь. Дай, пожалуйста, микрофончик. Дети 90-х – это костяк, основной костяк сейчас. И они герои. На них можно равняться. Спасибо, Наран. Вот вам ответ. Вот. И что касается молодого поколения, вы знаете, что любопытно и интересно, да? Вот мы вчера анализировали вот тот объем информации в виде вопросов, который поступал в ходе подготовки к прямой линии. Значит, очень много вопросов как раз от молодых людей. Это значит, что они очень активно себя ведут и в общественной жизни. Даже более активно, чем в предыдущие годы. Спасибо. Вот давайте тоже вы без всякой записочки, вот в сером свитере. Да, вот вы руку только что поднимали. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Андрей Белов, Ульяновск, media73.ru. Да. Вопрос о транспорте авиационный и общественный. Да. В следующем году у нас 50 лет уникальному заводу «Авиастар», который выпускал уникальнейшие машины Ан-124 «Руслан», сейчас работает над Ил-76. Как вы думаете, нужен ли современный российский самолет, подобный «Руслану»? Как будет дальше поддерживаться «Авиастар», авиационная промышленность нашей России? А общественный транспорт – это огромная проблема для конкретно города Ульяновска. И я знаю, что оба вопроса вы обсуждали с губернатором Русских. Будет ли как-то
более конкретно решен вопрос с поддержкой общественного транспорта города Ульяновска и закупка с помощью федерального центра? Спасибо. У нас целая программа существовала, и мы продолжаем эту работу по поддержке закупок для нужд регионов, различных регионов Российской Федерации общественного транспорта. Это всегда рассматривалось и как мера поддержки автопрома. И в той или другой форме мы обязательно будем это продолжать. Что касается автотранспорта в Ульяновской области, мы с губернатором на этот счет поговорим. Это я обещаю. Вот прямо сейчас конкретно вам сказать, что является наиболее острым и в чем нуждается Ульяновская область, я, наверное, вряд ли смогу сказать так совсем точно. Но с губернатором мы это пообсуждаем. И если есть необходимость, будем оказывать ему необходимую поддержку. Что касается Авиастара и вообще авиационного авиастроения, это вопрос острый, для нас важный. У нас хорошие традиции авиастроения, и боевого авиастроения, и гражданского. Здесь вопрос-то всегда заключался в том, что гражданская авиация была производной от военно-транспортной авиации. А у военной авиации совсем другие подходы. И по жизненному циклу, и по расходованию авиационного керосина, и по шумам, и так далее. Вот так вот, чтобы чисто гражданским авиастроением, несмотря на то, что мы по праву гордились нашими туполевскими самолетами, илюшинскими и так далее, яковлевскими, но все-таки вот так вот, чтобы изначально эти самолеты были именно самолетами гражданского назначения, в этом смысле и в Советском Союзе явно не дорабатывали. Сейчас нам точно совершенно нужны наши современные отечественные самолеты. И рост отчасти и билетов на авиаперевозки связан с недостатком этого авиационного парка. И с одной стороны, те компании, которые поставляли нам западные самолеты, да, они в силу всяких различных причин политического характера приняли решение не работать, не сотрудничать с нами. И это плохо для них, потому что это подрывает их репутацию. Но хорошо в известной степени для нас, потому что заставляет нас работать самим, включаться в эту работу и использовать возможности нашего рынка. Я еще в свое время ныне действующему вице-премьеру, а тогда руководителю Аэрофлота говорил о том, что больше надо закупать российских самолетов. Казалось, что проще, дешевле приобретать авиационную иностранную технику иностранного производства. Но вот тех самолетов, которые, и в цифре же ничего не делали, а те самолеты, которые появляются у нас сейчас, МС-21, очень хорошая машина, совершенно конкурентоспособная на мировых рынках. Так? И Суперджет 100 стал полностью локализованной нашей машиной. Очень важно. И нам нужен, конечно, собственного производства самолет для региональных перевозок. И, конечно, над всем этим будем работать. Нужны ли такие самолеты, как «Руслан»? В целом, да. И Ил-76 модернизированный нужен, будем развивать. Все нужно, очень важно. И потом это высокотехнологичное производство, требующее очень большой кооперации, такого же технологического уровня. Здесь есть вопросы, которые требуют дополнительных решений, и вопросов дополнительных много. Но обязательно всем этим будем заниматься. И Авиастару в том числе желаем удачи. Будем помогать. Владимир Владимирович, мы приблизились к 4 часам. Давайте сейчас Дмитрию Сергеевичу дадим, да? Сейчас, секундочку. Мы приблизились действительно к 4 часам. И это фактически уже рекордное время. И
Я бы предложил уже закругляться, если честно. Ну, давайте. Давайте. Ну, да, я знаю, что традиционно есть блиц. Сейчас, секундочку. Давайте мы с этим блицем разберемся, а потом еще поговорим. Да. Короткие вопросы, короткие ответы. Давай. Через сотни лет школьники будут изучать историю нынешнего времени. Что бы вы положили в капсулу времени, чтобы этот предмет описывал нашу эру? Ну, ничего себе, блиц. Это надо же посидеть. Я думаю, что каждый из нас, конечно, думает о будущем своих детей, своих внуков, о будущем страны. Ну, так, чтобы вот я тоже. В принципе, я понимаю, что надо было бы сказать, но надо это все выложить в ряд, так, чтобы ничего одно другому не мешало. Давайте попробуем. Давайте, я не знаю, как это получится сходу, но попробуем. Берем ручку и пишем. Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в 20 и 21 веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами. Но мы не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами. И чтобы вы были счастливы. Чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка. Владимир Владимирович, такой вопрос. Собираете ли вы материалы для будущих мемуаров, по примеру многих мировых лидеров? Нет. Я вообще считаю, что нужно просто работать. Оценки. Ведь в мемуарах даются оценки прежде всего самим себе. Ну, пускай люди, если посчитают возможным, дадут оценки и моей работе, и работе моей команды, тех людей, которые рядом со мной. Вы рассказываете про успехи страны, а расскажите лучше про ваши личные успехи в этом году. Мои успехи не могут быть отделены от успехов страны. Я этим живу, и работа с утра до ночи именно в этом и заключается. Вы хотя бы раз в жизни отправляли своим близким, детям, внукам сообщения через мессенджер, записывали им так называемые видеокружочки? Нет, никогда этого не делал. Вопрос, который меня особенно любопытно озвучить. Видел вашу кремлевскую квартиру. Плохо все. Холодильник пустой и ряженка одна. А где уют? Вы знаете, это все, что там сделано в Кремле, это было сделано еще прежним руководителем, управляющим делами президента при Борисе Николаевиче Ельцине. И с тех пор там ничего не изменено. Вообще ничего. Никаких ремонтов не было сделано. Ну, может, стулья там поменяли. Ну, делалось это, я думаю, наверное, надо у Павла Павловича спросить, это делалось наверняка под присмотром и по требованиям ГИОПа, потому что интерьеры Кремля, они
требовали определенного бережного к ним подхода. Вот как было тогда сделано, так все и есть. И делалось, я думаю, для того, чтобы в течение дня можно было бы там отдохнуть, если есть необходимость. И я не знаю, но сомневаюсь, что Борис Николаевич там хоть один раз ночевал. Но я там живу сегодня, это правда. Ну так сложились обстоятельства. Но во-первых, меня все устраивает, а во-вторых, все-таки уют создается прежде всего людьми. И вот когда у меня там не часто, но появляются мои близкие, вот тогда и уютно. Испытывает ли президент профессиональную деформацию? Да, думаю, что да, так как и каждый человек, который полностью погружается в работу. Какой момент или событие уходящего года вам запомнилось больше всего, а какой хотелось бы забыть и не вспоминать? Какое запомнилось больше всего, даже трудно сказать. Вы знаете, у меня такое чувство, что Новый год, который мы отмечали в прошлый раз, состоялся 2-3 недели назад. Вот да, я говорю без всякого преувеличения. Вот просто настолько все спрессовано. И у нас многое за это время произошло. Я считаю, что много положительного. Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны о развитии вооруженных сил, что они у нас стали, наверное, самыми боеспособными в мире, с учетом еще и новых видов вооружения, в том числе стратегического характера. Это все большие события в жизни страны, это не только в жизни вооруженных сил. Мы сохраняем, как я уже сказал тоже в начале, устойчивость экономики. Было принято для этого много очень важных решений. Все это состоялось, и это все положительные вещи. А что касается того, о чем хотелось бы забыть, то к этому у меня есть свое отношение. Если что-то хочется забыть, значит, что-то не получилось, что-то было плохо. Этого нельзя забывать. Об этом нужно всегда помнить, делать выводы и исправлять ошибки. Какая черта вашего характера вам не нравится? И есть ли такая? Ну вот, значит, послушайте. Люди спрашивают. Я понимаю. Вот я сейчас попытаюсь ответить. Вся жизнь, она практически на виду. И говорить, где у меня положительные качества, где какие-то отрицательные, только давать повод для, в общем, мне кажется, ненужных пересудов. Пускай люди со стороны сделают сами выводы. Они, конечно, есть, как у любого человека. Есть ли у вас настоящий друг? Вы знаете, надо понять, что такое настоящая дружба. Понятийный аппарат должен быть отработан. Ну, так, на первый взгляд, настоящая дружба подразумевает полное бескорыстие. И надо признать, что в моем положении, когда человек находится, то это большое искушение для тех, кто со мной общается, но так или иначе к этому прикоснуться. Но я могу все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, они ведут себя очень сдержанно, достойно, и мне за них не стыдно. Что вас мотивирует и заставляет идти дальше? И что не дает вам унывать? Мотивирует и заставляет идти дальше доверие людей. Вы знаете, я когда с этим сталкиваюсь, и когда слышу некоторые вещи, которые вроде уже и раньше звучали вслух, но некоторые так звучат, понимаете, прямо, комок в горло. И это, конечно, мотивирует. Это не может не мотивировать, мне кажется, любого человека. А заставляет не унывать доверие и вера в будущее России. Что, по-вашему, самое главное для мальчишки 13 лет? Хорошо учиться, быть сильным, иметь верных друзей или что-то еще? Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония. И опять хочу к Нарану Алексеевичу обратиться. Ему сейчас ничего не надо говорить, я сам скажу. Вот мы с ним обсуждали, когда я его пригласил в Кремль, позавчера, да?
ну и раньше еще, там, после его доклада, прямо с линии боевого соприкосновения, я попросил коллег и спросить, какие есть вопросы, в том числе бытового характера. Ну, я считаю, что если вот мы контачим с кем-то, тем более, что с ребятами на линии боевого соприкосновения, ну, надо постараться бытовые-то вопросы порешать. С ним поговорили. Наран меня простит. Значит, я раскрою эту тайну. Спрашиваю, чего попросил? Мама в возрасте, со здоровьем проблемы. Помогите маме. Вот смотрите, такое отношение к маме, так, это не просто отношение одного человека к другому. Это мировоззрение. И люди с таким подходом, с такими ценностями в жизни становятся героями России. А любовь с первого взгляда существует? Думаю, да. С чего начинается Родина для вас лично? Для меня лично с моих родителей. Человеку надо обязательно во что-то верить. Во что верите вы? В Господа, который с нами и который никогда не оставит Россию. Число обращений перевалило за 3 миллиона. Это абсолютный рекорд. Заключительный вопрос. Какой будет Россия через 200 лет и будет ли она вообще? 200 лет, это вы меня попросили, не знаю, как это получилось, направить послание через сотни лет, как вы сказали. Здесь уже трудно что-то прогнозировать, поскольку сотни лет в условиях нарастающего технологического компонента, нарастающего влияния искусственного интеллекта, на достижения в области генетики, нанотехнологий, как это изменит сознание людей, будут ли границы, что это будет через сотни лет, трудно сказать. Поэтому вот послание через сотни лет нашим потомкам, это так бы, исходя из условий сегодняшнего дня, я попытался сформулировать. А что будет со страной через 200 лет, но это в принципе можно себе представить. У нас, как мы с коллегами вчера говорили, у нас только Большому театру 250 лет исполняется. Так что 200 лет для России – это еще такой, не такой уж и большой срок. Но я очень рассчитываю на то, что страна будет высокообразованная. И на базе этого образования, высокого уровня образования наших людей, она будет высокотехнологичной. Она будет с помощью этих технологий решать все стоящие перед нами задачи в области экономики, в области здравоохранения, в области социальной политики. И будет жить в условиях мира, благополучия, выстроит отношения на базе уважения к себе и к своим партнерам со всеми участниками международного общения. Спасибо вам огромное. Секундочку. Я обещал, что мы этим не закончим. Да. Тихо. Да. Пожалуйста, пожалуйста, без шума. Ладно? Пожалуйста. Давайте мы начнем по секторам прямо. Ну, сейчас. Что такое? Это что такое? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Анна Ирыгина. Я из Якутии, представляю ГТРК «Саха». Ичу. Что? Ичу переводится с якутского языка как «холодно». Но мы знаем, что наша Якутия, конечно, холодная, но мы все-таки горячей душой, вам, как никому, об этом известно. И вопрос, Владимир Владимирович, у меня такой. Прошу прощения, я очень волнуюсь. Ждала очень, когда вы меня спросите.
У нас в Якутской Арктике тариф на электричество для больниц, школ и других социальных учреждений увеличился в 10 раз за последние 4 года. С 5 рублей до 50 рублей за киловатт-часов. Конечно, это колоссальная нагрузка, учитывая то, что совершенно не повышается эффективность работы, и учитывая то, что не повышается эффективность. Прошу прощения. Да ничего, сильно не волнуюсь. волнуйтесь, пожалуйста. Да, и при этом остается высоким уровень аварийности. А вы знаете, что у нас на севере и в Арктике аварии это сродни катастрофе. И такая вот просьба, возможно ли нам вернуть дальневосточную надбавку взамен той, что существует сегодня в урезанном виде хотя бы на территории Арктики. Спасибо. И, Владимир Владимирович, еще такой вопрос. Вы у нас были летом, до этого были у нас зимой, может быть, снова будете у нас зимой. И со всем уважением к кремлевскому пулу, к президентскому пулу, мы тоже, региональщики, хотим взять у вас интервью, и когда вы к нам приедете, я с удовольствием это сделаю. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам и за приглашение, и за оценку работы пула. Что касается энергетики, очень важный вопрос для северов в целом, для Якутии в частности. Я обещаю вам, что обращу на это внимание. У вас в целом экономика развивается, и она, конечно, требует большего количества энергии, причем по доступным конкурентным ценам. В Якутии хорошо развивается угольная составляющая энергетики, но можно и нужно подумать о других источниках. Такая работа идет, и это в том числе и по линии целевых городов, где должна создаваться инфраструктура соответствующая, и социальная, и экономическая. Сейчас не буду вдаваться в детали, но эта тема понятна и известна, и мы обязательно ей будем заниматься. В том числе и по, как ни странно, по развитию экологичных источников, современных источников энергии. Но не будем забывать и про газовую, про нефтяную, углеводородную, так скажем, генерацию. Ну, там топочным мазутом много не натопишь, это все очень дорого. Но точно совершенно будем развивать возможности сетей, сети нужно развивать, так и генерации. Обязательно этим будем заниматься. В Якутии очень важно, потому что это кладезь на самом деле полезных ископаемых. Там есть над чем работать, и составляющая энергетики тоже будет в центре нашего внимания. Не сомневайтесь. Ваш вопрос я отметил, мы этим позанимаемся отдельно. Да, ну вот искусственный интеллект, это, наверное, актуально. Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Регина Орехова, телеканал 360. По поводу искусственного интеллекта уже затрагивалась сегодня тема. И вы недавно говорили, что вы не допустите зависимости России от иностранных нейросетей. Вопрос следующий. Значит ли это, что ChatGPT и другие иностранные нейросети запретят? И будет ли какое-то регулирование особое в этой отрасли? И второй вопрос, если позволите. Вы сегодня сказали, что считаете, что любовь с первого взгляда существует. Владимир Владимирович, а вы влюблены? Да. Это ответ на завершающую часть вашего вопроса. А что касается первой, мы ничего не запрещаем, мы просто требуем исполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то тогда вводятся соответствующие ограничения. Запрещать ничего не собираемся. Так. Ну, Томск. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Динар Миндубаева, «Томское время». Уже завтра завершается конкурс Росмолодежи, и наш Томск лидирует название «Молодежная столица России». Хочется эфирным временем воспользоваться, совсем чуть-чуть, призвать тех, кто не проголосовал, за наш студенческий город проголосовать. У нас очень много молодежи, у нас каждый 7-й житель города – это студент. Но, тем не менее, можно похлопать Томску, да? Да, Томск действительно студенческий город, правда. А вы проголосовали, если не секрет? Обязательно.
Будем надеяться. Но вопрос, несмотря на то, что у нас город студенческий, очень много молодежи, тем не менее, очень остро стоит дефицит кадров, если мы говорим про рабочие специальности. У нас не хватает водителей, швей и целый перечень рабочих профессий. На ваш взгляд, насколько сильно политика государства все-таки направлена на то, чтобы культ рабочих профессий у нас вновь поднимать, не с колен, но повышать его? Или, можно я спрошу, вот много говорили про искусственный интеллект, может быть, нам и не нужны уже сегодня водители, швеи, искусственный интеллект заменит? Меня даже обижает ваш вопрос, потому что мне кажется, что мы системно занимаемся вопросом подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Это происходит на всех уровнях. Я даже сейчас не хочу перечислять всех мер, которые предпринимаются на этом направлении. Рабочие профессии становятся престижными, мы это фиксируем точно. Они становятся сложными, поэтому рабочие профессии приобретаются и в средних учебных специальных заведениях. Специалитет – очень важное направление нашей работы. Мы будем проводить конкурсы, мы будем повышать качество образования, мы будем сращивать процесс подготовки с практикой на предприятиях, будем и дальше пытаться заинтересовывать представителей бизнеса. Но, кстати говоря, они-то самые большие заинтересанты и включились давно уже в эту работу, с тем, чтобы молодой человек мог и учиться, и одновременно проходить какую-то практику. Мы будем продолжать обязательно все, что связано с целевой подготовкой кадров. Целый набор мер. И будем их только усиливать. Будем обязательно работать в этом направлении. Владимир Владимирович, срочные новости, простите. Это важно для одного присутствующего в этом зале, как минимум. ТАСС сообщает, что девушка Кирилла Баженова согласилась принять ваше предложение руки и сердца. Но вот Кирилл задался вопросом о материальной стороне дела, о том, что, на самом деле правильно, мужчина как бы должен думать о том, чтобы внести существенный вклад в решение материальных вопросов. Но вот мы с шапкой сейчас по кругу пойдем и соберем вам как минимум на свадьбу. Вот там еще по центру другая Украина. Хоть мы уделяли уже внимание Украине, но другой Украине пока нет. Пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Галина Меркулова, сетевое издание Международного общественного движения «Другая Украина». Вопрос, конечно же, про Украину, потому как это сейчас касается напрямую нашей Родины, России. На слова Трампа о том, что Зеленский использует войну, чтобы не проводить выборы, тот заявил, что готов к выборам через 60-90 дней. Что, конечно же, по сути, циничная ложь. Зеленский разрушил и уничтожил страну. Он предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол. Как можно проводить выборы или референдум, а вы, Владимир Владимирович, заявляли о том, что необходимо провести референдум о признании де-юре новых территорий на Украине, согласно ее Конституции, в стране, где он со своей коррумпированной бандой узурпировал всю вертикаль власти, разрушил парламентаризм, судебную систему, сделал карманными правоохранителей. Естественно, что до назначения выборов и референдума сначала нужно привести в порядок навести конституционный порядок, отменить запрет на деятельность 18 оппозиционных партий, принять закон о недопущении преследования и наказания лиц, которые подвергались политическому преследованию с самого начала, еще 2014 года, с начала переворота, и подвергаются этому политическому преследованию сейчас, по настоящее время, предусматривающих амнистию и реабилитацию. Ведь приняли те, кто совершал госпереворот в 2014 году, амнистию, которые освободили от ответственности не только тех, кто этот преступный госпереворот совершал, но и, как не смешно это будет звучать, за разбой, грабежи, совершаемые, видимо, ради собственной их независимости. Обеспечить реализацию избирательного права, потому как половина населения страны сбежали от преступного режима Зеленского, а это только по официальным данным более 18 миллионов человек. Как и где они должны голосовать? Какая у них есть для этого возможность? Отменить санкции в отношении граждан Украины и лишение гражданства, применяемые к тем, кто был не согласен
с неонацистской политикой режима. Возобновить деятельность незаконно запрещенных СМИ с 2019 года и отменить установленную указом Зеленского монополию на информацию и многое другое. А вы не могли бы вопрос сформулировать? Да, подходим. Проведение выборов или референдума без реализации указанных мер станет легитимизацией преступного диктаторского режима и выборами без выбора. Понятно, что преступный режим Зеленского, поддерживаемый Западом, на это добровольно не пойдет. В марте этого года вы, Владимир Владимирович, предложили выход из сложившейся ситуации, ввести на Украине временное международное управление под эгидой ООН, России, США и европейских стран, которое дало бы возможность создать условия для проведения демократических выборов. Вопрос такой: продолжаете ли вы поддерживать свое предложение о создании временного международного управления на Украине? И если не будут созданы условия для проведения демократических выборов, признаете ли вы результаты этих выборов или референдума легитимными? Спасибо. Вы знаете, вы прямо это не вопрос, целое политическое заявление или выступление. Я постараюсь быть кратким. Что касается выборов на Украине, введения какого-то режима управления со стороны, ну, это как бы прозвучало со стороны, с моей стороны тоже. Но это так, все это гипотетически и в целом, если была бы такая воля, в том числе и у западных стран, можно было бы, наверное, в условиях коррупционных разоблачений подумать и об этом. Но что касается выборов, мы слышим сейчас заявления руководителей режима о том, что они настаивают на том, чтобы западные страны, Соединенные Штаты в период выборов, а якобы они к этим выборам готовы, обеспечили безопасность. То есть добились бы прекращения боевых действий. На что хотел бы обратить внимание и российская аудитория? Мы проводили выборы. Мы-то проводили и президентские выборы, и проводили муниципальные выборы, региональные. Вот в этом сентябре провели очередные выборы. И нам кто обеспечивал безопасность? Напротив, нам старались их сорвать для того, чтобы подорвать внутреннюю стабильность. Напрямую и целенаправленно били по избирательным участкам. Никогда не забуду, когда возникла такая угроза, и, по-моему, это было в ДНР, люди стояли в очереди на избирательный участок. Так? Начался обстрел, люди ушли в подвалы, а потом, когда обстрел закончился, вышли и опять встали в очередь и проголосовали. И мы ничего не требовали, мы делали то, что считали нужным. Думаю, что и сегодняшние представители киевского режима могли бы, если хотят, сделать то же самое. А если они хотят использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор. И тем не менее, вот сейчас скажу вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Но, конечно, здесь один есть вопрос, который мы не можем тоже, мимо которого мы не можем пройти. А именно, на территории Российской Федерации миллионы проживают граждан Украины. По разным подсчетам от 5 до 10 миллионов, которые имеют право голоса. И если уж выборы будут, то тогда мы вправе потребовать от тех, кто будет их организовывать, чтобы были организованы выборы и предоставлено право украинцам, проживающим сейчас в России, проголосовать на территории Российской Федерации. Там много и других вопросов, которые требуют своего кропотливого исследователя. Но вопрос не праздный. Согласен с тем, что власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно. Давайте вот сюда переедем. Так, Сибирь. Так,
Да. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Денис Шалюта, блогер из Сибири, автор телеграм-канала, освещаю политические, экономические новости и вопросы развития Сибири. В связи с этим у меня вопрос. С октября этого года у нас довольно активно ходят слухи о создании в Ангара-Енисейском регионе целого кластера глубокой переработки цветных, редких и редкоземельных металлов. Поделитесь, пожалуйста, действительно ли это оптимальное решение для обеспечения нашей экономики критическими металлами и запуска процесса новой индустриализации России? Потому что перспектива тут, конечно, колоссальная. И можно ли говорить сегодня, что на уровне правительства России есть политическая воля довести данный проект до конца и до реализации? Спасибо. Очень интересный проект и вопрос в струю, что называется. Эти планы, они были в общем и целом сформулированы еще в советское времена. Это очень, этот регион, он очень перспективный. Там, по-моему, чуть ли не 360 солнечных дней в году. Хоть Сибирь, но климат очень хороший. Там действительно много возможностей и по добыче полезных ископаемых, и по их переработке, и по созданию новых источников энергии для того, чтобы осуществить соответствующую работу. Там в целом хорошая логистика. Разумеется, это не может быть решено, все эти задачи не могут быть решены так, как это делалось в советское время, исключительно через госплан и выделением, целевым выделением финансовых ресурсов. Это должно решаться современными способами. Какими? Нужно заинтересовывать компании, которые пришли бы тут в качестве инвесторов, а государство оказало бы им необходимую поддержку. В целом, такая работа, такая прикидка по возможности реализовывать проекты на этой перспективной территории, такая проработка идет. Считаю, что она перспективная очень работа. Выявляются и компании, потенциальные инвесторы. И, конечно, в этом случае задача государства – оказать им всемирную поддержку и льготированием, и предоставлением различных услуг, и созданием логистики, помощи в создании источников генерации электроэнергии и так далее, и так далее. Я сейчас не буду все перечислять, что там очень, может быть, большая, масштабная, такого исторического масштаба решена задача. Обязательно будем над этим работать. Мейл, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Владимир Владимирович, вы неоднократно напоминали, что русская культура является стержнем и основным, в общем, что русская культура является основным, простите. Не переживайте, не волнуйтесь, не спешите. Вы называете русскую культуру мощной основой развития и консолидации общества, подчеркиваете важность сохранения исторической памяти и культурного многообразия народов России. А какие культурные проекты и инициативы вы лично считаете приоритетными на ближайшие годы? И будет ли Россия защищать русскоговорящих и русский язык за рубежом? И в связи... Что приоритетно, извините? Приоритетно культурные проекты, которые вы хотели бы поддержать. И будет ли Россия защищать русскоязычных и русский язык за рубежом? И в связи с этим вопрос, будет ли в России создаваться программа специалистов по противодействию агрессивной и беспрецедентной информационной войне со стороны Запада. То есть будет ли формироваться программа специалистов по информационным войнам? Если позволите, второй вопрос. Будет ли повышаться в России престиж учителей и рост их зарплат? Особенно это касается регионов. Спасибо. Да. Вот смотрите, что касается защиты соотечественника за рубежом, конечно, мы будем этим заниматься.
Мы и сейчас этим занимаемся и будем это делать. Но хотел бы на что обратить ваше внимание. Значит, по поводу того, как это делать. Нужно делать это так, чтобы не ухудшать положение наших соотечественников. А значит, делать это нужно аккуратно, желательно не агрессивными способами. А вот подготовка специалистов по информационным войнам, это как-то вот не очень между собой вяжется. Хотя специалисты по информационному противоборству в военной сфере у нас, конечно, есть. И мы будем продолжать работу над их подготовкой, имея в виду, что это часть совершенствования вооруженных сил. Вот по поводу работы с соотечественниками в целом, эта работа ведется, и мы, безусловно, будем ее продолжать. Ну, конечно, здесь, наверное, много нужно вводить современных инструментов этой работы, с тем, чтобы они были эффективными, с тем, чтобы они доходили до потребителя и так далее. Ну, а по поводу каких-то отдельных значимых проектов культуры, их много у нас. Я просто сейчас не хотел бы выделять каждый проект в отдельности, потому что это вызывает нездоровую конкуренцию, как будто мы не поддерживаем другие. Но то, что такие проекты есть, и то, что мы намерены их поддерживать, это, безусловно, в этом можете не сомневаться. Ладно? Ну, значит, ВСМ скорость. Да. У вас, Здравствуйте. Молодой человек держал табличку, потому что у меня уже руки устали. Я поэтому его попросила. Хорошо, пожалуйста. Дина Газалиева, медиахолдинг ТНВ, Республика Татарстан. Я нарисовала эту табличку после того, как мой коллега уже из Казани задал вопрос. Владимир Владимирович, спасибо огромное за М-12. Едем до Казани с ветерком, все прекрасно, такие стоянки, и с детьми уже ездим. Но все-таки всегда хочется большего. И вы уже поняли по моей табличке, высокоскоростная магистраль. Много разговоров, то начинаются, то затихают. Есть ли шанс, и, может быть, хотя бы наши дети будут ездить? Железнодорожная магистраль, да? Да. Да, высокоскоростную, когда? Да, будем Какие строить. у нас перспективы? Вот сейчас идут проектные работы, они уже идут на линии Москва-Петербург и Москва-Казань тоже будет реализован. Спасибо вам большое за совместную работу. Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо.